Юра Дудь — говно. Говнище просто. Ты классный парень. Жоп. Страшно, стыдно. Ты, блядь, не дослушал голубоглазый, услышь до конца. В жопу прижимаешься? Молодец. Давай послушаем авторитетного Давидыча. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Эрик, как дела? Нормально. Ты вышел из тюрьмы, из СИЗО 5 месяцев назад. Что на воле удивило тебя за это время больше всего? Эрик, Я думаю. может, к чему ты тяжелее всего привыкал? К чему привыкал и что удивило, это же разный вопрос. Я пытаюсь проанализировать, что меня реально удивило. И базовый ответ — это меня удивило то, что ничего не меняется. Меня удивило то, что ничего, ни хера, сука, не поменялось. Что ты имеешь в виду? Да вообще в целом. В людях, в стране, во всем. Ничего не изменилось. Давай пример. Все как шло в жопу, так и идет. Пример. Пока это общая фраза. Давай пример. Пример — это конкретная точечная ситуация. Раньше мы делали просто, например, на тест-драйв от Давидыча, просто снимали, да, и рассказывали про тачки. А сегодня мы сделали Давидыч Dynamic Drive D3, и мы не просто снимаем тачку в Москве, потому что эти все локации уже надоели, а мы берем машину, едем в тот или иной регион, ну, какой-то выборочно, да, мы выбираем, и там мы делаем два материала. Первый материал мы делаем про машину, в тех условиях, в том городе, в котором мы приехали. А второй материал мы делаем про город, про то, что я там вижу, про то, с чем я там сталкиваюсь и что происходит на сегодняшний день в регионах. В Иркутске были, в Тулу съездили, в Казани были, в Твери были. Вот сейчас собираемся в Краснодар. Так, а что идет там в жопу? Ты же по регионам ездишь? Да. Ну ты же видишь, что происходит. Смотри, Я приезжаю в регион, и я вижу и слышу, что мне говорят люди. Какие дороги, какие зарплаты, что с бизнесом происходит, как его кошмарят, как у людей отбирают все, что у них есть, как людям не платят зарплату. Смотри, я предлагаю про это подробнее чуть позже, потому что же... про регионы России и твое впечатление от всех тех мест, которые ты посетил, мы точно поговорим, но попозже. Окей. Давай про другое сначала. Давай. То, как тебя встретила аудитория Ютуба, удивило тебя? Мне было приятно, что люди поддерживают, но я понимаю, что большинство из них не до конца понимает реальность происходящего. Эрик, про какую поддержку ты говоришь? Я говорю про поддержку, когда люди пришли в таком количестве, ну, изначально в суд, и потом пришли я имею в виду не физическое присутствие при освобождении, во время суда и все остальное. Я имею в виду реакцию людей, когда ты вернулся, и ты снова стал пилить видосы. Угу. Что ты думаешь об этой реакции? Удивляет ли она тебя? Ну, слушай, люди просто получают контент. Люди просто получают то, что они хотят. Смотри, есть Про какую реакцию ты говоришь? Есть ощущение, что люди разочарованы. Вот, например, последний на этот момент ролик из Твери. И что там самый заплюсованный комментарий? Там самый заплюсованный коммент от Павла Зеленова, и где написано: «Я бы конкурс организовал, найди положительный комментарий и получи 100 косарей в подарок». Тебя откровенно хейтят в комментариях все последние месяцы. Как ты думаешь, почему? Значит, комментарии и были, и будут всегда, и плохие, и хорошие. Основываться на комментариях хейтера, понимаешь, что уже не написано, кто тебе это пишет. Если тебе это пишет 50-летний или там 35-летний образованный умный человек, это одно. Если тебе это пишет 12-летний школьник или 13-летний школьник, это другое. Большинство из тех людей, которые пишут плохие комментарии, ты можешь встретить на улице, и они тебе просто вот пожмут руку, сделают фотографию, скажут спасибо, что ты есть, и спасибо за то, что ты делаешь. Почему они не писали раньше? Количество лайков и дизлайков в видосах, которые Давидыч делал до СИЗО и после, кардинально отличается. Ну, прям кардинально. Значит, и комментарии тоже кардинально. Значит, публика за это время поменялась однозначно. Есть люди, которые были подписаны, которые смотрели,
А есть люди, которые, ну, как бы свежие, да, то есть они налипли за эти 3 года, они пришли, подписались, начали наблюдать за тем, что происходит. Безусловно, очень сложно после того, что со мной было, включиться за месяц, да, там, за 2 в ритм, включиться в волну, в шум, тот, который идет сегодня, в новые фишечки какие-то, которые нужно выдумывать, да, потому что ты думаешь, что ты что-то новое выдумал, что-то новое сделал, а это, оказывается, уже там год назад кто-то делал, понимаешь? Это первое. Второе. Конечно же, с точки зрения плохих и хороших комментариев, и лайков, и дизлайков, у нас ситуация скаканула и изменилась, когда мы сделали розыгрыш BMW M5 «Тень». И в этом розыгрыше участвовал банк Тинькофф. Так. Вот именно с этого момента у нас появилось много хейта в комментариях и в ситуации с лайками и дизлайками. Абсолютно точно. Потому что ты можешь обратить внимание на людей, которые пишут, значит, вот там все плохо, все ужасно, но точно так же ты можешь обратить внимание на людей, которые пишут: ребят, супер материал, идеальный звук, идеальная картинка, идеальная история, что вы тут хейтите? Для начала, ты 5 минут назад сказал, что ничего не поменялось, но сейчас ты говоришь, что аудитория поменялась. Подожди. Так поменялось или нет? Не-не-не. Ты не путай вещи, то, что происходит в стране, и то, что происходит в политике, То есть в стране и то, что происходит на улице, и то, что происходит в интернете, в восприятии людей, которые находятся в Ютубе и берут тот или иной контент себе на оценку, либо просто в удовольствие потребляют. Как ты отнесешься к человеку, который скажет про тебя: Эрик за бабки даже маму родную продаст? Это ты говоришь про Тинькова, да, к нему очень плохое отношение в принципе в интернете, да, я посмотрел эту аудиозапись, ну, неприятно, но я к этому человеку отнесусь, знаешь как, нейтрально. Я сейчас объясню, почему. Потому что я точно так же могу сказать, что любой банкир мать родную продаст за бабки. И большинство из них, и в них больше пидоров, чем среди блогеров. Ну, так если говорить прямо. Понимаешь? Более конченых поступков и более конченых людей среди банкиров больше, чем среди блогеров. И чего? Что, теперь мне все банки откажут в кредитах после того, как я сказал? Нет. Всем насрать. Точно так же, как и здесь, понимаешь? Я его не защищаю. Я его поступок не защищаю. Он это сделал. Но То есть тебе насрать на репутацию человека, с которым мне ты насрать работаешь? на его репутацию, он это делает, это его поступок, это он сделал, мне абсолютно не важно, это его решение. Он так посчитал нужным, он так сказал. Но он же это сказал не в открытую, да, там, где-то там на каком-то. Я видел видеоролик, где он это говорит по телефону, его с телефона записывают. Нет. А я думаю, ты тоже много вещей говоришь дома на кухне или где-то там при друзьях, какие-то более откровенные, да, свои мысли, которые иногда выходят за рамки. Эрик, Я его не защищаю. Смотри, вот видос. Это было в открытую. Это была его же инстаграм-трансляция, во-первых, а потом это он повторил на таком же сидячем разговоре. Смотри. Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут. Потом сказки рассказывают в интервью. Просто я ему не заплатил, сколько он просил, вот и все, блядь. Конечно, все блогеры, они продажные, это очевидно, только сказки рассказывают, вот. Ну, Это сказано в окей. открытую. Да-да, он это сказал, это его точка зрения, и ему как бы, он за нее отхапывает сейчас по всему интернету. И чё? Так, ну почему тебя не смущало это? Ну, почему никого не смущает, что Ургант, например, рекламирует банк на федеральном канале, и никто не приходит к Урганту и не говорит: слышь, ты говнюк, ты что его рекламируешь? Никто не приходит на Первый канал и не говорит: ребят, что вы рекламируете Тинькова? Потому что Ургант никогда не был интернет-королем. Ургант никогда не был королем Ютуба. И никогда не был человеком, который говорил: это мы придумали Ютуб. Мы сделали русский YouTube. Мы. Я. А ты им был. И в представлении моем, и в представлении огромного количества числа людей. Понимаешь разницу? Смотри, ты пытаешься, как все, просто посмотреть на ситуацию. Вот он типа говнюк, он там так сказал, он такой плохой. Давидыч, как ты мог с ним вообще что-либо делать? Слушай, ты Apple пользуешься, ты пидорастию поддерживаешь? Скажи мне. Что? Ты пидорастию поддерживаешь? Пидоров поддерживаешь?
Какая связь? Ну, гомосексуализм поддерживаешь или нет? Я абсолютно нейтрально к нему отношусь. Ты абсолютно Я нейтрально считаю, к нему что эти относишься. люди, я считаю, что эти люди наделены теми же правами, что и ты, что и я. Окей, но ты его поддерживаешь вообще? Развитие гомосексуализма вообще поддерживаешь, нет? Человек свободен до тех пор, пока его свобода не ограничивает мою. Я Если понял. ты про Тима Кука, который да, гендиректор да, этого, да. мне абсолютно все равно, что он Ты гомосексуалист. пользуешься? Конечно. Продукт хороший? Подожди. Я тоже пользуюсь. Стоп. Подожди. Ты считаешь, что оскорбление людей в режиме «этот маму родную продаст за бабки, они все продажную», и то, что человек гомосексуалист, это одинаково? Я считаю, Нет, подожди, ты ставишь это на одну я полку? отвечаю тебе, я ставлю на одну полку, что я считаю, что если генеральный директор что-то там сделал, как-то где-то исполнил, то это не должно связано быть с его продуктом, понимаешь? Хорошо. Но это немного разные вещи. Да, но то, что чувак оскорбляет и хуями кроет, в том числе твоих коллег, Да. и гомосексуализм, ты на одну полку ставишь? Я определенный анализ примерно такой же у меня. Примерно равно? Да, потому что Окей. если человек там, подожди, давай разберем. Давай. Если человек в одной ситуации занимается тем, чем ему угодно, мы же с тобой его не должны осуждать, то, что он гомосексуалист. Да? Но он нас не трогает, он живет своей жизнью и живет. Что хочет, то и делает. А есть же люди, которые жестко на это реагируют. Да? Есть люди, которые прям, агрессивно на это реагируют. Но если он нас не трогает, если он занимает... Он делает хороший продукт. Мы с тобой от продукта не отказываемся? Я так думаю. Я искренне так думаю. Если Олег там что-то где-то сказал, это его проблема. Хорошо, пусть он давай так другую думает. историю рассмотрим. Хотя, на мой взгляд, просто дико сравнивать, когда человек хуесосит и оскорбляет других, не заделает, то, что человек предпочитает такую сексуальную жизнь. Для меня это абсолютно разные вещи. Для меня- Одно совершенно нормально, а другое Нормальный пиздец. гомосексуализм? Для тебя гомосексуализм совершенно нормально? Если человек таким родился, если человек такие сексуальные связи проповедует, мне нет до этого никакого дела. Я уж точно не буду только за этого осуждать. Смотри, я к этому немного по-другому отношусь, да? И все это знают. Мне это не нравится. Мне просто это не нравится. Мне не нравится, когда про это говорят. Мне не нравится, когда это Кто первый рассказывают. заговорил об этом? Мне не Сейчас, нравится. Эрик, секундочку. Кто об этом первый заговорил здесь? На нашем интервью. Слушай, ты Apple пользуешься, ты пидорастию поддерживаешь? На нашем интервью Не. я заговорил, потому что я тебе начал Окей. приводить пример, чтобы ты понял Так. мою точку зрения. Моя точка зрения заключается в том, что я не связываю человека и продукт. Но я не вижу смысла. Важное заявление. Мне не нравится фитнес-клуб. Во-первых, там так себе атмосфера, а во-вторых, на них нужно тратить очень много времени. Фитнес, который я уважаю больше всего, это турник и брусья во дворе твоего дома. Не все в это поверят, но еще 1,5-2 года назад у меня много чего получалось на перекладине. Я регулярно занимался. Но в мае 2018 года, ровно год назад, на концерте одной популярной российской группы в Париже я немного перебрал и в процессе танцев столкнулся с одним мужиком и довольно сильно травмировал плечо. А с тех пор я подтягиваюсь не очень здорово, но в этом году, сейчас, перед началом нового летнего сезона, я очень хочу вернуться в форму. Чтобы составить программу и скорректировать те ошибки, которые есть, нужна помощь профессионала. А для этого в моем телефоне есть специальная кнопка. С помощью Профи.ру в прошлый раз мы нашли сантехника, который в течение нескольких минут наладил работу смесителя вот в той ванной. Сейчас мы найдем здесь тренера по воркауту, который посмотрит за тем, что я делаю на перекладине, даст несколько советов и отправит в мир красоты и здоровья. Борис Краснов, чемпион мира 99-го года. Смотри, каким широким был раньше. Юра, Борис, для того, чтобы начать тренировку, надо размяться. Мы с тобой сейчас проведем разминку, только потом мы подойдем к турнику. не скрою, я делаю иначе. Если особенно была травма в каком-то, допустим, месте, плечо, то этому месту особо надо уделить больше времени. Всегда надо хорошо размять плечо, и я всегда использую разогревающую мазь. Готов слушаться тебя, Отлично. повелевать. Кстати, Борис, а сколько тебе лет? 42. 42? А почему я выгляжу старше тебя? У нас еще есть связки в локтевых суставах. Раз 30 сделаешь, ты почувствуешь, что у тебя тело совсем другое приобретает ощущение. И мне прямо с этой штуковины выходить во двор, да? Обязательно.
Сейчас ты точно уже готов спокойно подтянуться с разогретыми, хорошо разогретыми мышцами, а самое главное, связками. Ага. Юр, ты хорошо подтягиваешься, ты делаешь медленно вверх, медленно вниз, то есть ты качественно работаешь мышцами, не амплитуда, не инерции, не рывками. Единственное, чтобы я добавил мощный всегда выдох, как шарик надуваешь, он... 3 главных вещи, которые нужно знать, чтобы турник был твоим корешем, а не врагом. Так, первый, разминка. Так, Второй элемент. Не гонимся за количеством, гонимся за техникой. так. И третье, заминка. После любой тренировки нужно растянуться. Какие-то элементы с локтем за голову растянуть мышцы трицепса, растянуть мышцы бицепса. Борис, спасибо. Буду прибавлять. Здоровье. Профи.ру – очень удобный и полезный сервис по поиску профессионалов для жизни. Ремонтники, репетиторы, тренеры, аниматоры, парикмахеры и еще огромное количество классных специалистов на все случаи жизни. Всего в списке доступных направлений около 500 услуг, которыми воспользовались уже более 4 миллионов человек. Вот тут в описании ссылочка, ныряем по ней и выбираем профессионалов под свои задачи. Качаем банки к лету. Вперед! Пока ты был в СИЗО, ты же в курсе, что пацанов из Немагии пытались закрыть. Да. Ты в курсе этой истории. Олег Тиньков решил, что его оскорбили кемеровские пацаны из Немагии своим обзором. Сразу же опергруппа выехала в Кемерово для того, чтобы вязать их и тащить на допрос. То есть, по сути, их пытались закрыть за то, что они высказывали свое мнение. Ничего ли тебе это не напоминает? Нет, мне это ничего не напоминает. Я тебе объясню, почему. Я понимаю, к чему ты клонишь. Мне это ничего не напоминает, потому что я считаю, что и на телевидении, и в интернете, да, есть различные блогеры, различные люди, которые делают, производят тот или иной продукт. Вот тебя смотрят, потому что ты производишь продукт, его можно взять, понюхать, посмотреть. Он достаточно качественно сделан. Видно, что есть картинка, есть работа по звуку, есть интересно подготовленные вопросы, есть структура. Это продукт, вот как буханка хлеба. А есть говно. Вот просто насрали тебе, вот так на тарелке принесли, ты такой говоришь, ребят, что вы мне принесли? Вот говна в интернете в виде продукта, который пытаются нам преподнести, гораздо больше, чем у кого-либо. Что ты считаешь говном? Я сейчас к тебе подвожу к этому. Вот сейчас есть много различных роликов в интернете, где тебя хаят и говорят, да вот он там про Колыму снял, да это такое, да это сякое, да это... Я посмотрел твой фильм. Я посмотрел все комментарии, которые там есть. Я посмотрел то, что говорят люди. Но знаешь, что я к чему я прихожу? К выводу? Мне понравилось. Я посмотрел, мне понравилось. А дальше я смотрю чуваков, которые вроде здравые люди, здравые в моем понимании, но они как дети, блядь, малые сидят, что-то хейтят, пытаются из себя умных изобразить, пытаются где-то уколоть, ущипнуть. То же самое происходит на разных уровнях с разными людьми, то же самое со мной происходит, понимаешь? То есть кому-то что-то не нравится, я разыгрываю свою машину. Я сделал конкурс, при котором я выбрал условия, которые мне интересны. Мне интересно. Что это значит? Машина обошлась в $530 тысяч с ее стоимостью, с тюнингом, со всем остальным. И я эту машину решил разыграть между подписчиками, между людьми, которые у меня есть. Значит, мы начали искать различных контрагентов. Что это такое, да, тебе известно. То есть либо мы по гиву проведем розыгрыш, то есть наберем 50-100 разных контрагентов, каждый даст там по, там, я не знаю, там, по 500 000, по 300 тысяч, по миллиону, и мы попросим всю аудиторию сказать, ребят, давайте подпишитесь, пожалуйста, на них, и вот потом из тех, кто подписался, мы выберем победителя. Я видел, как эти вещи проводятся, и мне не очень понятно, как такое может быть, если у тебя участвует 40 тысяч человек, например, или 50. Ты берешь, открываешь Инстаграм, прокручиваешь вот так вот 10 минут, потом такой бах. Понятно, Эрик, и ты выбрал одного партнера. Не, подожди, нет, это вот в этом прикол, что непонятно. Ты нажимаешь кнопку, бах, ты кого-то выбрал, то есть получается чувак, который
первый начал участвовать в твоем розыгрыше, который находится на 50-м месте, а ты вот тут на 4000 или на 5000 где-то пролез, у него шансов вообще не было победить. Есть второй вариант, как разыгрывают в интернете тачки и делают различные розыгрыши. Они продают билеты. То есть ты можешь купить билет за 50 тысяч рублей, он за 100, он за 100, он за 200. А кто-то придет, купит билетов на 5 миллионов рублей. Это значит, что он победил, у него большая часть билетов. Поэтому для того, чтобы справедливо, честно провести конкурс, в моем понимании, то надо выстроить какую-то систему. А чтобы выстроить какую-то систему, чтобы был список четкий, чтобы было понимание, кто реально, выиграет, чтобы участвовали одновременно все, нужна структура. Никакого контрагента, который может быть по всем регионам мира, по всем странам, такого масштаба мы контрагента не нашли. Мы такого просто рекламодателя не нашли. GIF мы не стали делать, потому что просить людей подписаться на 500 каких-то придурков вообще непонятных. И что, и для чего, на что там людей будут обманывать, как их будут обманывать и так далее. Мы не увидели в этом никакой логики, и я принял решение. Более того, ты нормально налогообложение не можешь заплатить. Я же понимаю, что за мной вот так вот смотрят. И я не могу сделать эти 500 левых контрактов. Это бред. Возьми любой GIF, который сейчас разыгрывают, давай возьмем налоговую и давай проверим. И я тебе гарантирую, что эти гивы чуть позже будут взрываться в налоговую. Гиву нет, а Тинькову да. Да, как контрагенту, да, как банку, да. Те условия, по которым мы разыграли, по которым мы сработали, да, меня устроили. Причем мы работали не непосредственно с Тиньковым, мы работали с агентством. Возвращаемся все равно к вопросу про Тинькова. Во-первых, что ты считаешь говном в интернете? Вот, я начал говорить про немагию, а ты сказал, вот тебе дают говно. Я считаю, что не магия и то, что они делают, это они роются постоянно в грязном белье, что-то где-то услышали, что-то где-то там подцепили, что-то где-то там понюхали и сделали материал. Я сейчас не говорю про конкретный материал по поводу Тинькова, я его даже не видел. Но я видел материал, который они делали про меня, я видел материал, который они делали про Басту, я видел материал, который они делали про Хабиба. То есть, где какой-то продукт? Это не продукт, это реально просто вот насрали и тебе вот принесли. Смотри, еще раз. Ты был королем Ютуба для людей. Ты попал в СИЗО. Ты вернулся. Люди встречают тебя, ждут. Эрик, пришел человек, который делал YouTube мощным. Сейчас он, всем задаст жару. Ты это говорил много раз. Говорил, я знаю, что делать и все остальное. И тут твой первый рекламный контракт с человеком, которого русский YouTube, во-первых, ненавидит, а во-вторых, который пытался частично, который русский YouTube оскорбляет и который пытался его репрессировать в случае с немагией. Не кажется ли тебе, что короли так не поступают? Не кажется ли тебе, что ты слишком подкручиваешь ситуацию, что репрессировать? По-моему, сегодня репрессия в отношении Ютуба делает далеко не Тиньков, тебе не кажется? Безусловно. Ну, а если это безусловно, то как ты можешь говорить, что он репрессирует интернет? Но он один из тех, кто делал совершенно Ты странный тогда говори с ударением, он один из тех. Это не меняет суть. Это меняет, потому что когда ты преподносишь ситуацию и говоришь, что он тот, кто репрессирует. Эрик, не кажется ли тебе, что короли Ютуба себя так не ведут? Короли вообще ведут себя по-разному. Потому что ситуация меняется, потому что есть вещи, с которыми сталкивается человек в процессе своей жизни и в процессе восстановления из тех или иных передряг, о которых я не вижу смысла вообще объяснять. Я понимаю, что 18-летние, 15-летние, 13-летние, они не пользуются банком. Я говорю про продукт. Я не говорю про Тинькова. Услышь меня. Я говорю про продукт. Я сам пользуюсь этим банком. Этим банком пользуются много моих друзей и знакомых. Условия, которые в этом банке есть, они меня устраивают. Люди даже информацию не читают. Они говорят, вот там нам предлагают кредитные карты. Они даже не читают, что они могут просто дебетовую... То есть условием розыгрыша было оформление дебетовой карты. Но ты можешь оформить и кредит. И у тебя тогда больше шансов на победу. Они у тебя умножаются... Да, больше. Но это на такая же разница. 0,1%. Но это же такая же разница, как ты приводил пример про купленные билеты. Ты покупаешь более дорогой купленный билет, и у тебя больше шансов на победу. Правильно, только в случае билетов ты можешь купить билетов на 5 миллионов рублей, и у тебя процентовка выигрыша будет 70%. Да слушай, да. 70% из 100. А в случае, если ты сделал дополнительное какое-то действие, у тебя был один шанс, а стало их 2 или 3.
но не 5000, понимаешь? Не 10 тысяч. Вот в чем прикол. Смотри, ты вылез после того, как началась вся движуха в Инстаграм-трансляцию и сказал: слушайте, кому не нравится, он просто идет нахуй. Слушайте, кому-то не нравится, он просто идет нахуй. Эрик, ты, когда у тебя начался замес по СИЗО и по тюряге, тебя поддержало огромное количество людей. Они выходили на улицы, они записывали видосы, они писали письма. Богатенькие детишки наверняка даже к папам и мамам ходили и спрашивали, можно ли как-то отмазать Давида. Они тебя поддержали. А вот тут ты сделал какое-то действие, которое они не поняли. И ты этим людям сказал: идите нахуй. Как к этому относиться? Послушай, ты классный парень. Ты классный вопрос задаешь. Но ты сам дальше не идешь по ответам. Почему, если я посылаю нахуй, ты меня сюда зовешь? Зачем? Я хочу с тобой про это поговорить. А ты не хочешь со мной про это проговорить без камер? А? А знаешь почему? Потому что тебе интересно, ты берешь общее мнение, как люди, типа вот люди спрашивают, как Давидыч ответит на этот вопрос. Я пошлю нахуй любого. Мента, человека, фаната, бандита, кого угодно. Если этому человеку не нравится, как я говорю, что я думаю, это же мое мнение. Я имею на него право. Это мое мнение. Я придумал и сделал проект. Я придумал и сделал розыгрыш. Ты говоришь, люди поддерживали? А ты знаешь, что такое поддержка? Я не хочу, чтобы ты попал в ту ситуацию, в которую я попаду. Но ты уже по этой дороге, если ты еще не понял. И подарок, который я тебе принес сегодня, тебе об этом скажет. Это будет просто в конце программы. Ты, если берешься за какую-то ситуацию и пытаешься эту ситуацию довести до конца, и нигде не свернуть, не улизнуть, то ты будешь делать ровно так же, как делаю я. И делал я. Почему я посылаю нахуй? Потому что те вещи, которые люди пишут, вот, блядь, это банк такой. Единственное, что я жалею в этом розыгрыше, это не то, какой это был банк. Единственное, что я жалею в этом розыгрыше, это то, что не было возможности поучаствовать Украине, ребятам, Казахстану, там, Узбекистану, другим регионам, Белоруссии, да, например, Белоруссия. То есть, вот это да. То есть Европа, Латвия, Литва. И вот мы сейчас, например, будем делать чуть позже другой розыгрыш, и я не могу найти контрагента. И я тебе более того скажу. Будет второй розыгрыш, и не факт, что он не будет таким же. Эрик, я не И собирался... с тем же контрагентом. Я не собирался переходить. Ты просто внутри твоего ответа, очень пространного, был вопрос ко мне. И смотри, в чем разница? Ты не идешь дальше за своим вопросом. Я-то как раз иду. Все, что есть. Вот как я воспринимаю мир? Еще раз, пардон, что рубрика немного о себе. Давай. Я воспринимаю все очень просто. И мы в последней интеграции об этом говорили. Все, что у нас есть сейчас, возможность совмещать работу с путешествиями, возможность исследовать любимую страну, Россию, возможность умотать в Замбию или куда-то еще, это благодаря тем, кто это смотрит. И я кланяюсь этим людям за то, что благодаря их интересу у меня есть возможность жить счастливой жизнью, реализовываться профессионально и все остальное. И если эти люди со мной чем-то не согласны, мне не придет в голову посылать их нахуй, потому что это неуважительно по отношению к тем, благодаря кому у меня все вот это сейчас есть. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься, потому что ты еще не такой опытный в мире интернета, Ютуба. И ты, если ты думаешь, что ты имеешь такое количество подписчиков и такое количество просмотров, то это не за то, что ты такой гениальный и умный. Это не так. Я тебе сейчас объясню, почему. Я это сказал сейчас? Я тебе сейчас объясню, Я этого не сказал. Если ты так думаешь. Я тебе сказал, если я ты сказал, так думаешь... что все, что у нас есть, благодаря этим людям. Да, послушай, пожалуйста. Все, что у тебя есть, и все, что происходит с тобой, это не благодаря этим людям. Это благодаря твоей маме, папе, тебе и жизни, которая тебя окружает. Это благодаря тому, что в какой-то момент, я не знаю, по какой причине ты ушел с телеканала, на котором ты работал, ты сказал, все, блядь, хватит. И пошел по своей новой дороге. А люди, которые тебя смотрят,
Они тебе... Есть ядро, которым нравится, что ты делаешь, которым нравится продукт. Они не тебя любят. Они любят продукт, который ты делаешь. Ты интересно делаешь. Ты делаешь продукт, тот, который в самом начале разговора я тебе объяснил. И если он им нравится, то они его будут кушать. Они его кушают, им нравится, они получают удовольствие. Ты его производишь, получаешь за эту денежку. Не надо всех обобщать, не нужно всех под одну гребенку. И когда я же вижу, кто комментарии пишет, ну такого же не бывает, там 5 миллионов просмотров, да, у тебя там 100 или 500 комментариев гнева, одних и тех же, дети, школьников. Ты заходишь на профиль, ты видишь, кто этот человек. Ты заходишь на профиль, ты видишь, кто этот человек. У него там кошечки, собачки, там херня еще какая-то. Это, ну, просто, ну, школьник. Или это второй какой-то аккаунт, с которого человек зашел насрать захотел. Ну, ты же профессионал, ты же должен это знать. А если ты это знаешь, зачем ты этот глупый вопрос задаешь? То есть ты хочешь сказать, что тобой недовольны только школьники? Нет. Я не исключаю, что есть люди, которые искренне посмотрели, и они недовольны. Что значит мной недовольны? Что значит мной недовольны? Я делаю продукт. Ты его либо принимаешь, либо не принимаешь. Если ты его не принимаешь, ты зачем заходишь и срешь? Ну, тебе не нужно вот туда напротив, в офисный там центр. Тебе туда не нужно, тебе нужно здесь. Ты здесь снимаешь программу. Ну, встань, сходи, посмотри туда, посередине зала. Ты же этого не делаешь. Зашел такой, ребят, что-то у вас тут ремонт херовый. Взял, насрал и ушел. Ты же так не делаешь? Не делаешь. Почему? Потому что ты здоровый человек. Если человек заходит и занимается херней какой-то, если тебе что-то не нравится, ну, супер, ну, что, до свидания. И по поводу того, что я посылаю нахуй не свою аудиторию. Я посылаю нахуй хейтеров, конченых, которые не думают, не читают правила, вообще ни во что не вникают и хейтят, потому что это просто вот им нравится. Но я понимаю еще другой вариант. Люди, общество, молодежь, люди на грани. Люди злые сейчас. Особенно в интернете. Ты знаешь вот эти гневные комментарии по статистике, кто пишет? 13-24. Основные. 13-24. У тебя 15 миллионов просмотров там по хорошему ролику и 5 миллионов подписчиков. Как ты думаешь, та часть, которая не подписана на тебя из этих 15 миллионов, кто это? Люди, говорящие на русском языке. Интереснейшие люди. Интереснейшие. Знаешь почему? Потому что большинство людей, которые чего-то добились в жизни, ну, я имею в виду, там, знаешь, там, кто-то в театре, кто-то в кино, кто-то в политике, кто-то в бизнесе, кто-то там, я не знаю, там, в чем-то, да, кто-то гениальный строитель, кто-то мосты строит, я не знаю, дома. Они, как правило, чтобы ты понимал, вот ты можешь пообщаться с ними, они каким образом тебя смотрят? Ты что думаешь, они имеют свой аккаунт? Ты думаешь, они заходят на своем аккаунте, заходят к тебе и смотрят твой ролик? Нет. Они вообще не зарегистрированы. Они просто по старинке. Большая часть не знает, как правильно пользоваться YouTube, чтобы ты понимал. Они просто заходят и просто смотрят этот ролик. Просто набивают. Я это говорю к тому, что те, кто пишут комментарии про то, что ты говоришь, это, знаешь, это просто вот стена, где проходят, вот, как правило, вот, школьники, в моем понимании, я так думаю, ну искренне, проходят школьники и пишут либо там супер хорошо, замечательно, либо там тут говно, там говно. Большинство людей, которых я знаю, большинство, мне многие позвонили, когда этот розыгрыш начался, говорят, Давидович, ну что вы с этими засранцами делаете? Я говорю, ну нет другого контрагента. Я говорю, нам нужны реально деньги. Нам нужны деньги, и нам нужно сделать сейчас вот этот проект. Ты живешь, он живет, он живет, он живет. Блогеры разные живут, люди разные живут. То, что со мной сделали те люди, которые издевались надо мной 3 года, они же не просто издевались надо мной. Они хотели убить меня в прямом смысле слова и делали это несколько раз. И тут вопрос не только в том, Юра, что я вышел, это закончилось, и со мной все хорошо. Это не так. Это не так. Я занимаюсь кучей вещей, я строю жизнь свою, услышь. Я жизнь строю. Смотри, дай я помогу тебе. То есть ты хочешь сказать, что после зоны, когда это действительно 3 тяжелых года, ты вышел, тебе нужно было бабло, и ты не сильно думал, и это нормально, в этом нет ничего. И ты не сильно парился о репутации человека, от которой это бабло взять. Ты знаешь, честно говоря, я математически подхожу к этому вопросу. То есть, кто больше забашлял, то мы... Не только.
Во-первых, кто больше забашлял, а во-вторых, на математику. Я пока сидел, я просил в текстовом виде мне присылать в письмах некоторую аналитику, потому что происходит в YouTube, чтобы я контролировал и понимал, что как происходит, как работает. В связи с тем, что я в YouTube с самого начала, я видел, у кого как чего происходило. То есть можно зарабатывать аудиторию, да, и как бы набирать аудиторию с помощью того, что ты бегаешь голый по Красной площади и стреляешь в воздух, да, или там приставать к людям, как Эдвард Билл делает. Можно пропагандировать клубы, алкоголь, телочек разных, да, и как бы не семейный образ жизни, и делать различные там шоу тупорылые, да, и на этом зарабатывать, и там, или там копаться в чужих трусах, как это делают такие, как Немаги и многие подобные им. А можно делать продукт. Последнее самое сложное, невероятно сложное. Для того, чтобы посмотреть, как это все происходит, я посмотрел изначально на академика, на друга Константин. Очень умный парень, очень хороший, мне очень нравится. Он один из тех, кто мне нравится, ну, что он делает, да, он реально качественно подходит. У него бывают там какие-то там промахи, там не промахи. Промахи у всех бывают. И у тебя они будут, причем похлеще, чем у кого-либо. Не один раз. Да, но ты еще не знаешь, что такое масштабный хейт. Ты еще не знаешь, что когда тебя ебет весь интернет. Ты еще до этого не дошел, но это у тебя будет, если ты не обоссышься и не свернешь с дороги. Это будет позже, мы к этому подойдем. Так вот, у Кости была ситуация, когда он вместе с Синьковым сделал там тоже какой-то розыгрыш, какое-то мероприятие, был хейт. После этого хейта Костя, все такие, плохой, 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 тоже комментарии, там всякие там другие персонажи делают, другие персонажи, я имею в виду другие каналы делают про него ролики, типа разоблачающие, там, хейтят его и так далее. Но ровно с этого момента Костя стал Костей. Ровно с этого момента у Кости пошла динамика не такая, а вот такая. С момента начала розыгрыша на нашем канале было 3 миллиона 100 тысяч человек. Так. Сейчас почти 3 500. Назови мне любой канал, который прибавил за 2 месяца на 300 тысяч. Эрик, если честно, я давно не слежу за подписчиками, потому что я не знаю, насколько тебя информировали или нет, подписчики не всегда формируют просмотры. Да, слушай, подписчики не всегда формируют просмотры, но подписчики — это одно некое базовое значение, от которого дальше идет развитие твоего канала. Так оно и есть. устаревает. Есть куча блогеров, у которых 5, 6, 7 миллионов просмотров, и их новые видео не просматривают даже миллион раз. Такое есть. Их полно. Такое есть. Но ты понимаешь, в чем суть? Вот услышь сейчас. Вот есть ты, есть я. Есть, например, еще кто-то. Есть 4 блогера в этой комнате. Например. Ты делаешь что-то плохое. Да. Что-то ты там сделал, я не знаю. Какая-то новость про тебя вышла. У меня есть канал, у меня есть люди, которые меня смотрят. И я, например, в одностороннем порядке говорю: Юра Дудь — говно. Конченый вообще. Второй блогер говорит: Юра Дудь — говно. Третий говорит: Юра Дудь — говно. Говнище просто. Что мы сделали? Что? Мы просто въебали тебе бесплатной рекламы, братуля. Мы просто взяли всю аудиторию, за всю историю, за всю жизнь. Ты послушай внимательно, ты сейчас поймешь. Ты просто дальше не понимаешь, что происходит. Вся аудитория здесь. Они все собрались. Они такие: что, Юра Дудь говно? Ну, дай-ка зайду. Юра Дудь там вдуть что-то, он там вдувает кому-то так. Слушай, интересно. Человек, который заходит, он видит дальше продукт. Вопрос дальше не в том, нравишься ты ему, не нравишься. Он заходит посмотреть на твой продукт. Он смотрит продукт и говорит: да что вы говорите, говно, прикольное видео. И дальше он на тебя подписывается. И дальше он с тобой. И дальше это те самые люди... То есть ради хорошего промо можно зашквариться разочек? В твоем понимании зашквар что такое? Можешь мне перевести? Ты же человек у нас образованный. Что такое зашквар? Давай, расскажи мне. Некое стыдное действие. Действие, которое вызывает большой вопрос Что с точки такое? зрения репутации. Корень слова зашквар откуда вообще? Слово «шквариться». Шквариться. Что это такое? Можешь объяснить? Слово «шквариться»? Да. Нет, не могу. Большинство людей, которые говорят слово «зашквар», вот это вот новое словечко у вас, хейт, хайпажор, да, там и так далее. Вот этого всего 3 года назад не было. Я вот на это сейчас смотрю на все, да? Это новое слово для тебя. Это все новые слова. Еще раз. Ты не жалеешь, что ты послал нахуй свою Я не аудиторию? желаю... Не надо говорить так.
Я не жалею, что я не послал нахуй... Я не жалею, что я послал нахуй хейтеров. Не жалею. С Окей. хейтерами только так и надо. Аудиторию подмешивать всю, ну, не нужно мешать, ты же взрослый человек. Правильно? Есть аудитория, которая меня любит, которую я люблю. Я для них работаю. Я работаю не только для них, я работаю еще и для себя. У меня немного чуть-чуть другая философия. Те же самые тесты, которые я делаю, я их делаю не исходя из того, что вот аудитория хочет вот это, хочет вот это, хочет вот это. Нет. Я делаю то, что я хочу. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Месяц или два назад появился прайс-лист на рекламу у тебя. Ты его видел. Это же соответствует действительности? Про какой именно ты говоришь? Сейчас скажу. Я конкретные цифры назову. Одна сторис в Инстаграме 1 миллион рублей. Один пост в Инстаграме 2 миллиона рублей. Рекламный контракт на месяц 50 миллионов рублей. Рекламный контракт на год 300 миллионов рублей. Это правда так? А это самый первый прайс, да. Сейчас он выше стал. Нет, он стал не выше. Он стал ниже. А есть ли хоть кто-то, кто по такому ценнику занес тебе деньги? Это знает налоговая? Ну, если ты сказал, что тебе нечего скрывать от налоговой, просто скажи, да или нет? Нет, в том-то и дело, что я делаю контракты, я оплачиваю налоговые, и поэтому я тебе говорю, что об этом знает налоговая. Ну, называть тебе все суммы и все контракты я не буду. Нет, я не собираюсь. А что ты хочешь сказать? Я хочу спросить, Если люди, которые готовы платить такие деньги, которые есть. уже заплатили такие Да, деньги. есть. Да. За такие деньги? Мгм. А тебе никто не говорил, что это невероятные суммы, Послушай, которых нет на рынке? Послушай, но на рынке никогда не было... 4 года назад, знаешь, сделать ролик с просмотром 5 миллионов, да, или там 6, или там 7, это тоже было невероятно. Однако в сегодняшнем дне это нормально. Ты снимаешь ролик, у тебя в среднем у ролика там 5, 7, 10 миллионов. И это нормально. А рынок меняется, где-то рынок дороже, где-то дешевле. Мы изначально вот простроили такой прайс, да, А у тебя была хоть одна реклама в Инстаграме с тех пор? конечно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты стал снимать обзоры путешествия по России. Некоторые очень красивые, совершенно чудесный Дагестан. Как тебе Россия за МКАДом? Жопа. Жопа. Страшно, стыдно. Стыдно. Очень. Потому что... ну, давай с чего-то начнем, да? То есть вот Ну, приведи самые жопские примеры. Тверь. Вот сейчас у нас блог по Твери. Мне, я просто его смотрю и думаю, вообще его надо запускать или нет. Реально. То есть там просто полная разруха, Юра. Там вокруг вообще Тверь и вот Тверская область, да, 41-45 года, там по неофициальной статистике погибло примерно 1 миллион человек в боях. 1 миллион. Ты свою жизнь ценишь? Прикинь, это одна жизнь. Моя жизнь одна, я ее ценю, да, там вот, ну, ребята. 1 миллион. Люди погибли вокруг. Бились за родину, за свой 1 миллион. Блядь, я приезжаю в Тверь. Разрушенные дороги. Бедные старики. Там люди выносят из дома все, что у них есть, знаешь, старые там будильники какие-то, там часы, там какую-то утварь домашнюю, бабушки, дедушки. Вот так на салфеточку, на газетку раскладывают вдоль дороги и продают, потому что, сука, жрать нечего. И я, когда это вижу, меня, ну, реально просто, меня трясти начинает. Кто в этом виноват? Все. То есть, Все. почему я в этом виноват? Ты в этом виноват, потому что ты слишком мягко подходишь к вопросу своих интервью. Потому что ты не копаешь глубже, чем ты мог бы копать. Ты не приглашаешь тех, кого можно было уебать у тебя на программе. Например, давай фамилию назовем. Силовиков. Кого? Силовиков, министров. Кого первый? Силовиков. Силовиков. Силовиков, министров. Ты же видишь, что они делают? Ты же видишь, что вся власть у них, они беспределе сажают налево и направо, кого они хотят. Любого. Завтра будет команда тебя уебать, ты уедешь. Ты уедешь либо по 159, я тебе прямо сейчас говорю. Либо Это по что такое? 159 это мошенничество. Либо там неуплата налогов, либо еще какую-то вещь тебе придумают, либо наркотики положат, либо еще что-то. Ты уедешь вот так на щелчок. И поверь, вся твоя аудитория, которая смотрит, и может быть даже это силовики, это различные люди, там политики, которые тебя смотрят, скажут, ну да, что, ну что. Сейчас они площадочку подготовят под тебя, они уже за тобой наблюдают.
Не сомневаюсь. Я тебе гарантирую. Уже, Я не уже сомневаюсь в этом. площадочка готова, просто щелчка жду. Ты согласен, что в России есть коррупция? Кто в этом виноват? Все. И я в том числе. Почему ты? Потому что потратил много времени, когда верил. Когда что? Слепо верил. Во что? Меня же многие в интернете или там друзья, да, после того, как вот меня закрыли, мне говорят, ну что ты там топил за Путина? Мы любим и уважаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ты же собирал там 1000-ную армию там за Владимира Владимировича там, провести на Садовом автопробег, да? То есть там ты топил, и я реально искренне верил. Ну вот просто считай, что вот я был слеп, глуп. Я реально искренне просто верил. В Путина? Не только в Путина. Я верил в то, что... И ты знаешь, я смотрел по телевизору, когда кого-то задерживали или арестовывали, я говорил, ну, значит, где-то реально проворовался, как бы херня, сейчас разберется суд. И потом суд разбирался так, что человек там уезжал, да. То есть, вот, например, вот сейчас там Пушкарев, да, мэр Владивостока. Просто влупили 15 лет. За что? За какую-то вымышленную взятку от родных, от близких? То есть, ну, просто взяли и человеку влупили 15 лет. За убийство. Я там людей встречал, которым за убийство дают меньше. Человек второй раз заезжает по убийству, говорит, ну, я сейчас 7, там, 8 отчалюсь, выйду нормально. Понимаешь? Теперь ты в Путина не веришь? Хуже. И я теперь не только в Путина не верю. Я вообще во весь этот пиздец не верю, который происходит. Я в шоке от сегодняшних событий, от сегодняшних реалий, от того, что сегодня происходит у нас в головах, от того, что сегодня происходит у нас в интернете, на дороге, в политике, в новостях, в телевизоре, в газетах. Я в шоке от всего этого. Я вам клянусь, просто у вас у всех глаз замылен. Если на все это посмотреть вот свежим взглядом, обнуленным со стороны, это пиздец, как все выглядит. Когда ты перестал верить в Путина? Ты знаешь, тут вопрос не в том, что в какой-то момент, да, что-то произошло, я перестал верить в Путина. Вопрос в том, что я топил за него. Я искренне верил, что проект, который я делаю в формате молодежи, да, то есть, ну, представляешь, мы открылись во всех регионах, мы занимались детскими домами, мы помогали на различных мероприятиях, мы не лезли в политику, мы не кричали там, вот там за этих или за этих. Это как было, вот это базовое значение, оно так и осталось. И я сейчас говорю, я не пойду ни с вами, ни с вами, ни с вами, ни с вами. Нахуй этот Кремль мне не нужен. Отвалите. Если мы едем куда-то в регион, мы не собираемся лизать там ни Единой России, ни этим флагом, ни этим, ни этим. Мы этого делать не будем. Мы сами по себе. Хотите помочь организовать мероприятие? Пожалуйста, помогите. Не хотите помочь? Никто тут с флагами махать стоять не будет. Как ты сейчас вспоминаешь фразу «Мы любим и уважаем нашего президента Владимира Владимировича Путина»? Мы любим и уважаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ну, давно это было в моей голове. Так, а что конкретно произошло? Что тут тумблер? Где-то Хорошо, кнопка? сейчас объясню. Где-то ускоритель? Сейчас объясню. Значит, первое для меня было дико, когда у тебя есть 100% алиби на вопросы от следствия, 100%. Ну, представь, что сейчас заходят сюда какие-то силовики и говорят, или завтра приходят, и говорят, Юрий, вы совершили убийство вчера, в час дня, там-то, там-то, там-то. Вот там есть две бабушки, которые говорят, что вас видели. О, вам показывают, да, это он был, да. Вот у него был пистолет, он стрелял. Но при этом у нас в комнате здесь 1, 2, 3, 4, 5. У нас есть аудиозаписи, у нас есть камеры видеонаблюдения, у нас есть карточка на пропуске на шлагбауме. То есть у нас есть мобильные телефоны, да, с сеткой, что мы здесь все находимся. И вот это как бы... А протестовать вот это, то, что ты тут находился сегодня в час дня, а не где-то в другом месте, ну, никто не может в здравом уме. Согласен? Абсолютно. В суде на это похуй. Силовикам на это похуй. Я показываю загранпаспорт с печатью ФСБ и говорю, ребята, я был в Сингапуре. Вот фотографии, вот я был с Анной, вот у меня люди, которые со мной были, вот номер борта, вот копия билетов, на которых я летел.
Они говорят, нихуя, ты был в Москве. Я говорю, вы что, ебанутые? Ну вы больные, блядь, на голову. То есть... И это происходит везде, во всем. Когда я с этим столкнулся, я уверен был, что адвокат вообще нужен, в нашей стране. Сегодня я тебя могу заверить, что адвокат вообще в Российской Федерации на сегодняшний день нужен исключительно для одного. Он нужен для того, чтобы переносить информацию из реального мира, приносить ее, чтобы ты, хотя бы понимал, что, как происходит, чтобы тебя вывели. Ты понимаешь, есть много разных СИЗО в мире, там, в России, там, в стране. Есть 7.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, то есть 7.7.1 это Матроска, 7.7.2 это Бутырка, 7.7.3 Пресня, там 7.7.4 у нас Медведково, 7.7.5 это Водники, 7.7.6 это Женский. Значит, а есть уникальные вещи, которые называются 9.9.1, 9.9.2 и 9.9.3. 9.9.1 это Кремлевский Централ, где я находился. 9.9.2 это Лефортово. И 9.9.3 это в Санкт-Петербурге у нас находится. Это очень серьезное заведение. Да. И люди, которые сидят там, можно считать это, знаешь, вот то, что сидит сейчас Кокорин на Бутырке, это дом отдыха. Просто дом отдыха. Они там кайфуют просто на Бутырке, сидят, понимаешь. У них там все условия есть. Все можно порешать. Во всех СИЗО все можно порешать, чтобы ты понимал. Все, что угодно. Люди и на алкоголе, и на связи, вот там передозировки наркотиков происходят. Это все происходит, это все мы видим. Но есть СИЗО, где с тобой работают, то есть задача тебя просто угандошить. Прям на максимум. И там уже люди имеют огромнейший опыт в этом. Десятилетиями люди этим занимаются. Вопрос не в том, что тебе будут иголки в пальцы вставлять. И вопрос не в том, что тебя будут там пиздить палками с утра до вечера. Нет. Вопрос в том, что в течение дня тебя будут обыскивать 6 раз. Вопрос в том, что камеру будут обыскивать раз в 10 дней, причем таким образом, что все будет выноситься, и процедура этого обыска будет идти, примерно 5 часов. Вопрос в том, что ты будешь выходить на прогулочный дворик, вот, например, вот в таком помещении, где мы сейчас находимся, вот здесь живет 8 человек. У них вещи, они здесь моются, они живут в таком помещении. И на прогулку они выходят на 52 минуты. Да, Эрик, при чем здесь Путин? Подожди. Мы про что говорим? Про Путина. Когда мы надломилось. сегодня говорим не только про Когда Путина. надломилось. Я тебе рассказываю, когда надломилось. Я тебе просто детально это рассказываю, как это надломливалось. Потому что если я буду говорить точечно, просто не объясняя этого ничего, я думаю, до конца человек не сможет прочувствовать, что вообще произошло со мной. Со мной не просто я шел, бах, все, я теперь больше никому не верю. Нихуя. Я иду постепенно. Я смотрю на то, что происходит. Я смотрю, как работают суды. Я посмотрел на какое отношение к человеческой жизни. Я посмотрел, как при мне вот так старики умирают просто в автозаке. Вот так напротив меня, понимаешь? И никто ничего сделать не может. Я посмотрел, что в судах происходит. Ты же вот не интересуешься, что в судах происходит? Вот ты интересуешься? Конечно, интересуюсь. Блин, а я читаю вот... сайт Медиазона регулярно. Супер, а я вообще и ни хрена. хроники пиздеца. там Слепыми очень интересуешься? Слепыми людьми. Интересуешься их жизнью? Что у них сегодня происходит? Какие не проблемы? знаком с их жизнью. Вот это наша беда. Я не интересовался тюрьмой, не интересовался судами, не интересовался уголовными делами. И я смотрел, когда люди кричали из клетки: я, блядь, не виновен. А я думал, да ладно, что-то не пизде. Когда я в это попал, я охерел. Точно так же, как мир слепых, Юр. Они сейчас нам кричат, говорят: ребят, вот здесь кафельную плитку положите. Я должен понимать, куда я иду. Здесь можно ходить или нет? А мы такие: да. И никакой, блядь, кафельной плитки нет. А ты был в СИЗО, когда были последние выборы президента России. Там же можно голосовать. Ты голосовал? Да, нас, по сути, заставили всех. За кого? За Собчак. Вас заставили голосовать за Собчак? Нет, нас заставили голосовать, но мы голосовали за Собчак. Почему за Собчак? Потому что хотелось просто показать чуть-чуть какое-то альтернативное мнение, вообще другое. Но что-то как-то проценты, которые показали, смешные, если честно. Я не верю в это. Когда ты признавался в любви Путину, в начале ролика, это в начале первой части была «Охота на Давидыча», Да. Честно, ты рассчитывал, что это признание публичное поможет тебе в случае, если начнется шухер? Нет, на это нельзя было рассчитывать, потому что шухер уже был.
шухер уже происходил. Просто этого не знали. Потому что в роликах нету про то, как они там круглосуточно на полицейских машинах следили за домом. В ролике нету того... С этого начинается первый ролик. Это под утро показывается просто машинка, но это не все видео. В ролике не показано, как они устанавливали трекеры на машину на мою в гараже и на улице. В ролике не показано, как стреляли в мою машину. То есть ты признание это делал от чистого сердца, Да. а не для того, чтобы папа помог, если что. Да, вот это была моя ошибка. Да, оно было от души, но когда это уже происходило, уже было понятно, что это же никого не трогает. Обрати внимание, все те, кто обращаются за помощью, все те, кто делают там прямые обращения, ты их историю вообще наблюдал? Вообще видел? Ну, я знаю историю всех спортивных клубов, которые обращались к Путину. В большинстве случаев это ни к чему не приводит. Это полбеды. Но есть ситуация, когда обращаются, и не то, что ни к чему приводит, а становится только хуже. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блять, нашу страну воспринимают просто как... включили? Нет, работаем. Нашу страну воспринимают просто как изгоя, блядь. Какого хуя? Нас просто послали всех нахуй, Юра. Все страны нас послали нахуй. Понимаешь это? Все. Мы дружим, блядь, с Сирией, мы дружим там с Венесуэлой, мы дружим там с этим Башар Асад, да? Потом, поправь меня, просто фамилия. Это тоже Сирия, да. Да, Башар Асад, потом вот этот Мадуро, да? Это Венесуэла. Да, мы дружим просто с какими-то, сука, просто вообще непонятно, блядь, с кем. А С каким? что, мы с Америкой? С диктаторами. А ты ну. готов дружить с Америкой? Да. А ты нет? Я готов. Блядь, Я ты совсем чё готов вообще? дружить, кроме В смысле? негодяев. Бля, я хочу дружить с Америкой, я хочу дружить с немцами, я хочу дружить с французами, с испанцами, со всей Европой. Я хочу, блядь, дружить. Я хочу, чтобы нашу страну не хуесосили просто постоянно. Постоянно просто. А потом я в телевизоре вижу какое-то, сука, говно, блядь. Где мне объясняют, что у меня все хорошо. Блядь, где хорошо? 400 тысяч бизнесменов собрали свои, сука, вещи и говорят, не, ребята, мы тут работать не будем. Мы бизнес не можем выстраивать. Нас ебут просто вот так вот, блядь, все. Собрали вещи, детей забрали и нахуй отсюда уехали. Это хорошо? Это пиздец. Как можно делать? Я подхожу к пацанам, я говорю, ребят, я выхожу, я смотрю, а этот уехал с бизнесом, а этот, все позакрывались, все уехали. Я им звоню, я говорю, вы что, охуели, вы где? Говорят, мы в Америке. А ты где? А я в Германии. А ты где? А я в Швейцарии. Вы что там делаете? Давидыч, да, блядь, нормальные люди, уже все уехали. Я говорю, вы что? Давидыч, невозможно. Как только мы чего-то строим, только у нас какие-то обороты, только мы любого. Сегодня настроено все так, что силовики могут любого упаковать. Любую компанию. Ну? Эрик, ты же понимаешь, что часть вины есть и твоя? Когда ты был очень популярным человеком, Да. ты жестко топил за действующую власть, Да. и ты признаешь, что часть вины твоя. В том, что я... Ты понимаешь, а вина ли это, если я верил? Вина ли ребенка, который верит родителям, которые его учат? Ты же пойми, ну, я же вырос в этом. Я же, с 2000 года, как они правят, я же формировался, я же это все смотрел. Вина ли моя в том, что я верил? Вина ли всей нашей страны, что мы там верили во что-то и потом разочаровались? Я не знаю. Это не мне решать. Как это поменять? Ты знаешь, сегодня, вот послушай, я очень хочу это сказать, сегодня люди у нас строили, у нас была куча бизнесов. Ты реально про бизнес должен думать постоянно, потому что есть люди, которые строят что-то, да, производят, есть люди, которые делают там бизнес в интернете, ну как ты. Вот честно, ебнут интернет. Ты что будешь делать? Ты, блядь, в Телеграме будешь короткие видосики выкладывать? Или Телеграм потом тоже ебнут? Ты что будешь делать? А ну давай расскажи мне. Я пока не знаю. Надо придумать. Потому что мы по ходу к этому идем. Так. Ну, правильно? Да. Судя по всему, мы идем конкретно к этому. Значит, что сейчас будет происходить? То есть, либо ты будешь говорить, типа, ребят, там, будешь петь в дудку, как все, либо ты просто берешь вещи и отсюда уедешь. Ну, в мир, да? Там, где YouTube разрешен, там, где все открыто, как бы, и все работает. Правильно я понимаю? Так получается. Блядь, не хочется, чтобы так было.
А что делать? Что с точки зрения там дальнейшей борьбы? Ты знаешь, вот ты в своих программах спрашиваешь различных людей. И я не все посмотрел, но я какие-то вещи посмотрел. Ты у людей спрашиваешь, что бы ты сказал Путину, если бы ты оказался перед ним? Да. И я задавал себе такой вопрос. А что бы реально сказал бы я? Вот так вот он сидит передо мной, да, что бы я сказал? Ты знаешь, меня так удивило, что у тебя большинство гостей такие, блядь, мяться начинают, сжаться что-то начинают, такие, и прям дым идет у них просто. Я такой думаю, что они вообще гонят? Да, конечно, если он напротив, есть о чем побазарить. Послушай, ну вот первое, я бы просто, я уверен, что он все знает. То есть у меня раньше была иллюзия, что он не понимает, например, не знает, чего-то не видит. Я понимаю, что там стайка человек в 150 вокруг, и вот эти госкорпорации, которые все выигрывают, они живут, они там имеют, зарабатывают миллиарды, у них все хорошо, и они ему дают там одну информацию. Но сегодня такие технологии, что я уверен, что он все знает, он все видит. Ну, это уже как бы не так сложно, согласен? Да. А я бы ему, наверное, посоветовал. Просто вот мою мысль. Я бы сказал, Владимир Владимирович, вы знаете, вот вы же не вечный. Вы не вечный, как и все мы. Попробуйте, если это возможно, потратить свою вот эту часть жизни, которая у вас осталась, которая вот Богом отведена вам, сделать как-нибудь так, чтобы молодежь отсюда не убегала. Чтобы старики не собирали эти бутылки на улице, чтобы они не продавали все, что у них есть, последнее на дороге просто, а их при этом гоняла полиция. Сделайте что-нибудь, чтобы люди у нас не голодали, пожалуйста. Сделайте так, чтобы мою страну не хуесосили на каждом углу, просто налево и направо. Сделайте так, чтобы мне не стыдно было просто, если я куда-то приезжаю, чтобы сказали, вы что, с России? Фу, как вы там живете? Я не хочу, сука, это слышать. Потратьте, пожалуйста, на перекоры. Я не знаю, какие там детали. Я не знаю, почему мы, сука, не можем это сделать. Я не понимаю, почему факты показывают, что вот того или иного человека нужно убирать, просто вот брать ссаную тряпку и гнать его прям этим веником. Эрик, это а очень... у нас эти люди, 5 секунд, а у нас эти люди, которые неэффективны, эти менеджеры, понимаешь? Они были на одном госуправлении, они перешли на другое. Ёпта, так ты неэффективен, нахуй. Так должно быть. А почему происходит иначе? У нас что? И у нас говорят, у нас нет альтернатив, у нас нет людей. Сука, вы что, 140 миллионов человек. Вот сейчас в Украине видел, что происходит? Я им завидую. Я им завидую. Я им завидую. Вот я им завидую. Я не знаю, как этот Зеленский будет управлять этой страной, я тебе клянусь. Ну, просто я завидую то, что вот он просто... У них реально есть демократия. Они вот так вот вышли, и они вот так лицо друг другу говорили. И когда я читаю на следующий день, что уже Порошенко там вызывают в прокуратуру и хотят позадавать ему вопрос, ну, может, это только в наших СМИ, я не знаю, но это выглядит как минимум очень круто, тебе не кажется? Что это реально, вот она демократия, там, открытая ситуация. Эрик, ты вот отвечаешь, что таким же пассионарным ты будешь, когда напротив будет Путин, а не Юра Дудь. Вот с таким же интонацией. Ты же в курсе, что перед Путиным люди меняются в лице. Послушай, Косе. ты знаешь, что у него точно так же 2 глаза, 1 нос, 2 уха, 2 ноги и 2 руки. И у Трампа то же самое. И у всех остальных то же самое. И когда люди пытаются поставить там что-то... Слушай, я ж не буду разговаривать, если у меня будет такая возможность, не для того, чтобы там просто где-то чего-то как-то лизнуть там или еще что-то. Я этого делать не собираюсь. И они люди, которые... Ой, у меня есть фотка с Владимиром Владимировичем. Мне эта фотка не нужна. Мне нужно, чтобы люди не голодали. Мне нужно, чтобы старики на улицах не стояли. Мне нужно, чтобы молодежь отсюда не бежала. И цель моего диалога, если она возможна, или просто просьба, она будет заключаться именно в этом. Она будет заключаться в этом. Борьбой с коррупцией нету никакой. Вообще ее не существует, понятно? Ее не существует. Вот эти показательные выступления этого задержали этого, это цирк все. Реальная борьба с коррупцией, реальная борьба, была у нас то, что мы делали. Мы боролись, мы реально пытались, мы изучали, мы шли по пунктам. Да, пусть где-то ошибались, Юр. Пусть где-то мы там чего-то лишка там давали, делали. Но я тебе могу сказать, что никакой борьбы нет. Вообще нет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты сидел в СИЗО в одной камере с бывшим министром экономического развития Улюкаевым.
Послушай, я сидел со многими, В том числе с ним. в том числе с ним. Что это за человек? Как он переносил положение? Тебе интересен только он? Ну, в первую очередь он, поскольку он был одним из символов вот этой охоты на чиновников, которая началась в последние годы. Сергей Полонский мне не интересен, так, как Улюкаев. Малобродский тоже не так интересен, как Улюкаев. Ну, помимо Малобродского было еще куча людей, я сейчас по ним тоже пройдусь, если мы к этой тематике Да. приходим. Значит, вообще в тюрьме я встретил огромнейшее количество умнейших людей, Юр, умнейших. И я тебе могу сказать, что я там встретил больше, наверное, гениальных, умных людей, чем просто подонков конченых. И самое. Возможно, это такое СИЗО, да? Потому что в этом СИЗО там максимум 100 человек, чтобы ты понимал. И это СИЗО называют Кремлевский Централ. Это то место, где умер Магнитский. Это то место, где сидел Ходорковский. Его кондиционер до сих пор там висит. Значит, это то место, где в 601-й камере он сидел. Это то место, где сидел Мавродий. Это уникальное место с уникальными условиями, с супер жесткими условиями. То есть там задача, чтобы человек сошел с ума. Причем максимально короткий срок. Как правило, большинство через 7-10 месяцев люди уже дают признательные показания, во всем признаются, в чем только там можно и не можно, даже если они там не виноваты. Что касается... Улюкаева. Он не в себе. Он не в себе. Он вообще не понимает, куда он попал. Ну, может, сейчас-то он уже понимает, где он и что он. Он же просидел маленькое количество времени. Очень. Значит, он же был на домашнем аресте. А домашний арест — это детский сад по сравнению с тем, что это за место. То есть люди, которых перевозили с 991 или с Лефортово в какое-то другое СИЗО в обычное, они просто как в дом отдыха попадали. То есть мы с ними встречались в автозаке. То есть в автозаке это то место, где ты можешь встретиться вообще со всем тюремным, СИЗОшным контингентом, который вот сегодня есть. То есть всех, кого ты видишь сегодня по телевизору, всех арестовывают, всех. Ты там всех можешь встретить. Я познакомился с Максименко, Следственный комитет. Значит, познакомился с Шакро Молодым. Познакомился с Хорошавиным. Познакомился с мэром Владивостока. Познакомился с папой Захарченко. Познакомился с нереальными просто хакерами, которых просто вот спрятали в супер место, потому что, мне кажется, они даже не знают, как их судить. Все чиновники, которых ты перечислил, мэры и губернаторы, они что говорили относительно своей виновности? Что они невиновны? По большей части люди, которые там сидят, их нужно отпускать немедленно. Немедленно. В том числе Улюкаева. И я сейчас объясню, почему. Мы не имеем права вообще говорить о том, виновны они или невиновны, потому что в моем понимании то, что сегодня происходит в судах, это незаконно. Это все незаконно. Потому что не может быть такого, что 99.9 обвинительных приговоров. Такого просто математически быть не может. Не могут быть все виноваты. Вот силовики правы, судьи правы, все структуры правы, а вот людей, которых посадили, они все виноваты. Олег Сенцов тоже не виновен? Я его историю не знаю. Я его историю не знаю, я с ним не пересекался, но то, как он проходил этот вот путь, я какой-то кусочек застал буквально по газетам, да, это, конечно, сильно. Сильно что? Сильно вот то, что он на голодухе сидел, это очень сильно. Это 99% людей, которые вообще как бы смотрят, слушают, но не понять.
Вот сейчас про Шестуна там в газетах, в интернете пишут, что его родные передавали 27 килограммов соседям по камере, да, и типа вот Шестун не голодает, он типа всех обманывает. Я вообще туда не лезу, ситуацию не вижу, но это нормальная практика, когда кто-то из родных, близких, кто может себе позволить, в камеру передает продукты на другие фамилии. Это нормальное явление. Абсолютно. Вот. Виноваты или не виноваты, знаешь, виноват ли я в том, что со мной так поступили? Кто ответит на этот вопрос? Я могу ответить по-другому. Я могу сказать, что я считаю, что всех этих людей нужно немедленно отпустить. И даже те, у Немедленно. кого ярд долларов нашли в дыма? У кого ярд долларов, пусть подумают пока. Там нужно посидеть, однозначно. И я думаю, что туда... у нас много есть у кого можно ярд долларов найти. Таких людей много. Я думаю, что как раз вот для них эти все камеры, наверное. Спустя 3 года, ты понимаешь, за что тебя закрыли? Ты знаешь, вот ты спрашиваешь по поводу того, стыдно ли мне за какие-то вещи или нет, да? Моя сила в том, что я всегда признаю свои ошибки. Ты знаешь, я пересмотрел ролик «Давидыч на охоте», и все супер. Но не стоило с моей стороны переходить на личности. В этом была моя ошибка. Я так считаю. Что значит переходить на личность? Переходить на личность... Расследование невозможно без перехода на личности. Возможно, но я же дальше начал топить, да, типа вот там по гей-волне, по поводу там звонка этого чувака и информации, которую он давал. Я думаю, это было лишнее. И нужно было просто высмеять их, Юр. Вот скажи, что происходило в твоей голове? Почему я этим занялся? Когда ты решил поставить в это... Во-первых, ты признаешь, что расследование, оно как расследование слабое. Но доказательная база там, прости, смешная. Ты согласен с этим? Нет. Хорошо, коротко. Вот там есть доказательства того, что тогдашний начальник, что должность директора ГИБДД, главы ГИБДД стоит $3,5 миллиона. И в качестве доказательства ты помнишь, что там приводится? Да. Твое моргание глазом. Откуда я это знаю? И ты вот так моргнул. Вы спросите, откуда я это знаю? Эрик, ну это не доказательство. Ты не признаешь, что это слабый аргумент. Моргание, пусть и суперпопулярного автоблогера. Согласен. Согласен. Но есть одно но. Какое? Мы должны были... Знаешь, как меня задержали? Меня задержали, вот так вот встретился с человеком в ресторане, забрал жесткий диск с видео. Я его посмотрел. С видео, где один передает другому деньги. И я ехал на монтаж. Мы должны были в этот вечер это дело просто взорвать. Взорвали. Как только выехали из ресторана, оказалось, что за мной следили, прослушивали телефон и контролировали все передвижения. Но в рамках уголовного дела нету ни одной бумаги, ни одной, что за мной следили. Так, что на жестком диске что было? Видеозапись. Какая? Где один человек похож на одного руководителя, а второй человек похож на другого руководителя. На того руководителя, про которого ты И говорил? передаются деньги, да. Мгм. Да. Это все анонимно. И нам где этот присылали. жесткий диск сейчас? Этот жесткий диск таинственным образом исчез, потому что меня задержали таким образом, не так, как положено по закону, это то, про что я тебе говорю, да, закона нету. Меня остановили, я вышел из машины, и вместо того, чтобы, знаешь, как делать, понятые, там, да, задержали, описать все, что у человека при себе есть, описать автомобиль, описать сумку, вещи, которые... Они сделали очень просто. Меня посадили в автобус, увезли, а потом все, что они нашли, все, что им нужно было, они забрали. Все, что не нужно, они И оформили. видео было только на одном жестком диске. Да. Ну, по крайней мере, этого человека мы не можем сейчас найти, который мне это все передал. Эрик, почему я должен верить тебе про жесткий А диск? ты, может, мне не верить. Я же не заставляю себя верить. Ты у меня спрашиваешь, я тебе отвечаю. Рано или поздно время, оно все расставляет на свои места. Ты Так же- понимаешь, что история про жесткий диск выглядит неправдоподобно? Послушай, еще раз говорю, мне не важно, как она выглядит. Разные ситуации выглядят по-разному. Ты меня спрашиваешь, как было на самом деле, я тебе рассказываю, как это было на самом деле.
Я тебе рассказываю, что было. Я тебе рассказываю, что мы писали во все инстанции. Я могу показать эти документы, что в момент ареста у меня украли вещи, что у меня украли флешки, у меня украли сумку, у меня украли там это, украли то. То есть в момент моего задержания ты мне не дал договорить по Audi. Я был на автомобиле Audi, ты можешь это вырезать. Я тебе объясню. Я был на автомобиле Audi. Я был с сумкой, я был с вещами. Меня остановили, сотрудники ГИБДД попросили выйти и со мной сфотографироваться. Я вышел сфотографироваться с ними. И в этот момент подъехал автобус, и меня задержали. Задерживали мягко, культурно. Говорит, пройдите, пожалуйста, Ирик Давидович. Я зашел в автобус. Адвокат, который говорит, он расписывает это все, он говорит, ребят, ну а что, вы должны были взять понятых, остановить, описать машину, там же вещи, это имущество. А знаешь, как по документам получилось? Они меня в час ночи типа задержали, а в 5 часов утра машину обыскали. С часу до 5 утра машина стояла с моими вещами, с моим телефоном, с моими ключами от квартиры. Стояла, никому не пришей, ничего. А в 5 часов, когда пришел следователь и начал машину описывать, местный участковый, он говорит, я пришел в 5. Вот тут этих вещей нету. Где была машина 5 часов? То есть машина с открытыми дверьми вот так стояла 5 часов. Вот я тебе пытаюсь донести. Что было в твоей голове, когда ты вставлял в ролик разговор с вот этим гей-чуваком, который предположительно перся с высокопоставленным начальником? Да. Ты знаешь, я думаю, это перебор был. Я как раз вот про это и говорю, что я думаю, это был перебор. Ну, ты признаешь, что тебя оторвало от земли просто? Какое? Ну, да. Ты понимаешь, что как бы любой человек может снять такое же видео про тебя, про то, что ты... Да. Почему так произошло? Ты чувствовал себя... Смотри, как это выглядит сейчас? Не, я объясню. Я чувствовал, что нельзя человека просто по беспределу взять и посадить в тюрьму. Услышь? Я чувствовал, я уверен был, что нельзя человека просто вот взять вот сейчас его и посадить в тюрьму на тот момент. Сейчас я в этом уверен. Вообще уверен. Что можно? Да не просто можно. Да. Посмотри, сколько людей из страны убегает. Посмотри, сколько бизнеса убежало из страны. Я разговариваю с друзьями, они говорят, Давидыч, да ты что? Я говорю, что с бизнесом? Он говорит, да все нахер закрыл, все продаю, уезжаю. Смотри, Эрик, есть история, которую, например, 5 раз уже вспоминал и в текстах на sports.ru, и вообще в разговорах, но нет ее точнее просто. Поэтому пардон за повтор, если кто-то ее слышит, но все равно. Когда вышел сериал «Бригада» в начале нулевых, 4 человека, которые играли там главные роли, переживали период невероятной популярности. И Павел Майков, который играл Пчелу, рассказывал, что он настолько охуел от происходящего, что он ехал 200 по МКАДу в левой полосе, и он был уверен, что ничего не произойдет. Он был уверен, что он бессмертный. Правильно я понимаю, что ты себя чувствовал бессмертным, когда... Нет, неправильно. Если бы я чувствовал себя бессмертным в одном направлении, то я бы чувствовал себя бессмертным и в других направлениях. Ну, например, дорога. Да? Я очень люблю автомобили, я живу ими, и я до сих пор жив только по одной простой причине. Ну, в плане, я не разбился, не въехал пока в стену, не дай бог. И я живу и дышу только по одной простой причине, Юр. Я знаю, где красная линия, и я ее стараюсь не переступать. Есть много... Но ты нарушаешь правила. Я, как и все, нарушаю правила дорожного движения и плачу за это штраф. А вот сейчас появится кусочек видео. У меня квитанция дома лежит, превышение... Я понял, в посте в каком-то было. Километров в час. Сколько? 340. 347. Там ты рассказываешь про то, как у тебя отобрали права за 347 километров в час в Тверской области. Это не переступание красной линии? В том случае, да, переступание. То есть ты все-таки переступаешь красную линию? Ну, так эта запись, это когда было-то? Ну, это было много лет назад. Это был 2009 год. 10 лет назад. Ой, да, 2009 примерно. 9-10 год. Да, конечно, изменилось. Я был в боксерской капе, подушки обложил, ремнем пристегнулся, шлем одел, огнетушители положил. Ну, конечно, это спор был. Мы поспорили с чуваком, кто быстрее до Питера. Он на самолете или я на машине. Я выиграл. Юрий будет дуть будет Юрий. Твой самый страшный день в СИЗО? Знаешь, я до тюрьмы прочитал там 3-4 книжки. Там я прочитал 620, это были не романы там, про любовь. Это была физиогномика, поведенческие особенности человека. Раз ты сам заговорил, ты провел в тюрьме, если не ошибаюсь, 1022 дня. И прочитал 620 книг. Ты читал по полкниги в день? Ты знаешь, я читал не по полкниги в день, я читал больше. Я иногда за целый день прочитывал всю книгу.
Потому что делать нехера. Ты понять, наверное, не можешь, что такое тюрьма, насколько жадно твой мозг хочет информацию. Телевизор включается, это просто, пиздец. Понятно. И ты читаешь? И мне стало дико интересно, то есть я реально книги не читал. Мне стало дико интересно, я начал заказывать разные книжки по всем направлениям вообще. Вот по всем. Вот. Назови топ-5 лучших, которые ты прочел в тюрьме. Шантарам, Так. Бомба. Книгу, по-моему, ты тоже про нее рассказывал, Юваль Ноэ Харари, Homo sapiens и Homo Deus. Так. Да? Ты не читал? Нет. Брось все, прочитай, и все, кто тебя смотрит, я очень рекомендую всем это сделать. Невероятнейший Так. шедевр. Еще? Их 2. Вот они. Значит, очень понравилась книга. Книгу написал бывший начальник Бутырской тюрьмы, по-моему. Я не помню его фамилию. Значит, но можно вбить «Как выжить в современной тюрьме». Шедевральная книга из огромного материала. То, что там Ходорковский писал, там с Навальным книг много присылали мне. Я вот читал, честно говоря, мусор. Мусор. Книги просто. с Навальным? Там различные... Да, с Навальным книги. Навальный встречался с каким-то польским там журналистом, они сделали там книженцу небольшую, и там идет диалог, там обсуждение всего того, что Так, они смотри, обсуждали. Шантарам, Homo sapiens, как выжить в тюрьме. Сейчас, подожди, сейчас. Ты хочешь что-нибудь прям такое хорошее? «Квантовый воин». Читал? Нет. Бомба. И, конечно же, «Черный лебедь». Также ты сказал то, что в тюрьму тебе написали 150 тысяч писем, и ты на все ответил вручную. вручную, да. Эрик, я смотрю налево, на правую руку твою, и они не выглядят высохшими. Они не должны быть высохшими. Если бы Стоп. Это 1000... Сейчас, подожди. 150 тысяч. Ты провел 1000 дней в... Ты должен был, получается, отвечать на 150 писем в день. по 250 отвечали, по 300 писем в день. Еще раз. Своей рукой ты отвечал? А большинство писем, чтобы ты понимал, они выглядели так. Я ставил ладонь, если набрать в интернете «Свободу Эрику» и посмотришь вообще, как это выглядело, я клал ладонь, обводил вот так вот ладонь свою, писал «Спасибо большое за поддержку», подпись, число. Таких где-то 90, может, процентов. Потому что не ответить человеку, да, как-то некрасиво, человек пишет, ему интересно там что-то. Как правило, типовые вопросы были. Ты можешь набрать хэштег «Свободу Эрику» и посмотреть, как это письма выглядели. Вот. Ага. Я читал, люди по-разному писали. Знаешь, кто-то интересно писал. Реально там интересно почитать какую-то историю. Кто-то писал типовые письма, типа «Давидович, привет, я там оттуда-то, оттуда там держись», или там «Мы тебя поддержим», или там еще что-то. И у тебя было время и читать книгу в день, и отвечать. А мы больше ничего не делали. Сергей Жорин говорил, что тебя поместили в пресс-хату, пытаясь сломать. Расскажи для тех, кто не в теме, что такое пресс-хата. Послушай, в зависимости от человека, пресс-хата — это когда через сотрудников ставится задача. Есть какие-то послабления там, на сезон, например, да? Есть определенные послабления. Есть человек, который привозит, надо, чтобы этот человек сошел с ума. Вот задача, чтобы ты завтра признался максимально быстро. У тебя нужно закошмарить, тебя нужно там замучить, тебе нужно там ввалить по самой небалуй, да, тебе нужно там угрожать ножом, нужно над тобой там издеваться максимально, чтобы ты максимально быстро признался, сломался и признался, чтобы это для тебя закончился. Так происходит. Есть специальные обученные негодяи, я бы даже так сказал. И делается очень просто. Говорит, ребят, либо, это потом уже выяснилось, Давидович, вот тебя там привели и сказали, сделайте ему адскую жизнь, да, и сделайте так, чтобы этот человек признался. И если он не признается, то плохо будет не ему, а вам. Там пацаны сидят, они меня посадили на туберкулезно-спидозный корпус, турбович называется. То есть есть корпус для здоровых, есть корпус для людей, которые болеют СПИДом и, соответственно, туберкулезом. Вот их там 500-700 человек. Они кашляют, везде ходят. Это специальный отдельный корпус.
И вот меня туда посадили. Вот. Меня туда посадили, я там просидел, ну, по-моему, месяц. И вот когда началась эта вся возня с подачей, в том числе, Жорина, меня потом перевели. Приехала Ева Меркачева, и меня потом перевели оттуда. Смотри, я не специалист в жаргонах и в понятиях и всем остальном. Это, в общем, не мой мир. Это вопрос времени. Поверь мне. Я тебе говорю, если не засышь, это будет твоим миром. Так вот, я слышал, что Пресс-хат — это место, где человека пытаются не просто сломать, а унизить. Конечно, конечно. Тебя пытались унизить? Ты знаешь, они вели себя, с одной стороны, корректно, да, с другой стороны, то есть им что нужно было, услышь. Вот если сюда приведут школьника, да, 15 лет, а нам с тобой скажут: ребят, давайте сделайте так, чтобы он плакал. Мы что, понимаем, что мы с тобой сильнее, да, мы можем сейчас всей толпой наброситься на него, просто там убить его здесь и все, да, как бы одного этого школьника. Но нам нужно, чтобы он признался в чем-то. Поэтому что мы будем делать? Мы будем с тобой интеллектуально давить на него, да, если у нас такая у всех задача, мы ее преследуем, мы будем на него интеллектуально давить. Ты, например, будешь играть доброго, да, а я буду играть злого. Или наоборот, да, мы как-то поменяемся. Это первое. Второе, человек, когда он только попадает в тюрьму, он находится в шоковом состоянии, приблизительно ты в себя реально, ну, ты в себя не приходишь, блядь, никогда там, но вот этот первый шок, первый месяц, это, конечно, ад. Ну, это реально ад, Юр. То есть, во-первых, представляешь, у тебя мозг, у тебя глаза, у тебя уши, они привыкли слышать, чувствовать, видеть, получать объем, ну, там, определенный поток информации, ощущения. А тут просто вот бах, вот так в банку. Ни окон, ни дверей, ничего. Смотри, Эрик, я хочу детализировать одну штуку. Да. Кому-то она покажется личной, но мне она интересна исключительно в контексте того, как система работает с людьми, которые много говорят или там заигрались, или что-то еще. Тебя пытались изнасиловать? Там это невозможно. Там это невозможно, и это все рассказы. То есть люди, когда говорят это про СИЗО, да, но это полный бред, потому что такое происходит на лагерях. Такое происходит действительно на зонах. Я встречал большое количество людей, которые сидели на разных лагерях, и очень много разговоров в автозаках, когда ты едешь, люди обсуждают, люди понимают, что они сейчас срок получат. Они говорят: слушай, что, как на этом лагере, как на этом? Он говорит: ну на этом лагере там вообще палками в жопу ебут просто. А вот там человек на лагерь приезжает, а как на лагере встречают? Ну, человек на лагерь приезжает, понимаешь, они хотят понять, кто ты есть, кто ты вообще по природе. Ну, это нельзя, вот Юра и Юра, да? Да, уберем все, там все, дуть уберем. Просто вот есть Юра, пацан вот такой, да? Вот он приезжает на лагерь, ему говорят: слушай, ну, давай, значит, либо ты сейчас, мы тебя пятером пиздим ногами, руками, там, постараемся тебя убить, и ты постараешься выжить, либо прямо вот сейчас вот на колени встаешь, и вот этот хуй деревянный такой, ты его целуешь. Что будешь делать? А? Ты мне задаешь вопрос? Да. Вот тебе такой вопрос зададут на зоне. Ну, ответ очень очевидный. Какой? Пиздиться до смерти. Молодец. Молодец. Поэтому... Тебе так Но предлагали? проблема это на зоне. Я до лагеря СИЗО так не делают. В СИЗО так не делают. В СИЗО другие методы воздействия. Значит, в СИЗО методы следующие. Вот я, например, проснулся с утра, и там один из людей, который находился в камере, он говорит: Давидыч, смотри, интересно. Он показывает фотографию, у меня нож у горла. Я сплю. Ну, я сплю, у меня вот так нож у горла. Я говорю: ну и что это такое? Он такой: Давидыч, не знаю, кто-то вот сделал. У тебя слишком много вход информации идет, слишком много тебе чего рассказывают, да? Слишком много тебе чего пытаются донести. Если у тебя есть сила духа, если у тебя будет поведение и ответная реакция вот такая, какую ты сейчас сказал, то для тебя проблемы никакой не будет. В какую, блядь, просхату ты не попал. Ты уверен в этом? Я тебе это гарантирую. Если ты сильный мужик сам по себе с духом, если ты порядочный, нормальный человек, то даже если эта гнилая, вонючая, блядь, система пытается тебя сломать и пытается тебя там как-то задушить через кого-то, как-то, чего-то, то, поверь, с тобой все равно все будет хорошо. И есть дохуя нормальных людей, ребят, и среди сотрудников СИНа, и среди жуликов, и среди мужиков-сидельцев, да, которые прям подскажут, помогут, объяснят, поведают, как это, как то. Я это увидел, вообще прошел, ну, вот все, вот это увидел, кроме лагеря. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я буду бороться с коррупцией до тех пор, пока бьется мое сердце. Борюсь с коррупцией.
И бороться с ней буду до той поры, пока бьется мое сердце. Бьется? Это была ошибка. Это была ошибка, Юр. Я тебе объясню, почему. Я сегодня хуй положил на всю эту коррупцию, потому что наше государство — это и есть коррупция. Ты знаешь, я абсолютно искренне и честно, да, делал все вещи, которые я делал. Ну вот все. Вот за все свои поступки я могу ответить. Если где-то я не прав, я же тебе честно говорю, да, ну, было там не совсем корректно с моей стороны, там, что-то неверно, где-то там перегнул. Если где-то у меня жесткая точка зрения, да, я абсолютно уверен в своей правоте, ты ее не сломаешь. Ее не сломают 3 года. Ее не сломает вообще ничто. Сколько бы они меня не держали, сколько бы они меня не пытались, сколько бы раз они не пытались меня убить. Это все не изменит. Ничего. Мою точку зрения не изменит. Я думал искренне, что я помогаю своей стране. Ну, честно тебе говорю. Ну, клянусь. Просто тебе не интересно, да, каким образом, почему я вообще этим занялся? Почему я начал делать программу «Давидыч на охоте»? Что значит неинтересно? Почему? Желание жить в стране, где меньше воруют, нормальное желание любого мужчины и А любой если женщины. это нормальное желание любого мужчины, то почему я один это делал в таком формате? Формат-то понятен. Почему ты, если не пошел и не начал это делать, почему другие чуваки не начали этого делать? Эрик, ну, во-первых, формат, в котором ты это делал, довольно дикий. Подожди. В чем он дикий, если мы... В том, что ты гоняешься за ментами, нарушая правила, и ведешь себя просто как чуть ли не бог. Машину быстро! Сучка, а! Ты посмотри, что делают. Смотри, что творят. Ну-ка остановился, блядь! Подожди. При чем тут Бог? Есть ситуация, есть машина. Машину остановили, выявили нарушение, попросили денег. Эти люди должны работать. А то, что остается за кадром, сопровождение ворованных автомобилей на патрульной машине, перевозка наркотических средств на патрульной машине. А сколько раз мы ходили в различные организации, я не буду называть их, просто аббревиатуру, когда мы говорили: ребят, пожалуйста, помогите, смотрите, вот это, вот такая фактура, вот такая, вот такое. Если вы это покажете по YouTube, к вам будут вопросы еще от нашей организации. А ты знаешь, что в какое-то время на весь центральный округ, по всей Москве, все, что внутри Садового кольца, работало всего 2 сотрудника, которые занимались контролем профилактики взяток на дороге. Ты это знаешь? Нет, я не знаю. Эрик, смотри, то есть тебе сейчас страшно это делать? Нет. Это бессмысленно. Ты считаешь это бесполезно? Проблема в том, что, знаешь, вот ты говоришь, люди, например, там вот поддерживали, да, писали письма, да, ну, когда со мной беда произошла. Очень много людей, которые на этом просто пиарились. Вот очень много людей. И вот люди, которые, например, Давидыч сделал розыгрыш по BMW M5, да, и большинство людей, которые сделали дальше ролики... Кто, например, пиарился на том, что тебя поддерживал? Все ролики, которые ты видел в интернете... Ну, кто? Амиран, который тебя поддерживал, пиарился на этом? Да, я считаю, да. Знаешь почему? Почему? Потому что, когда это все закончилось, если бы человек это делал искренне, он бы позвонил, сказал: Давидыч, привет, брат, как дела? Давай встретимся, поболтаем, расскажешь, как ты это все прошел. Согласен? Ну, как минимум. Ну, возможно, да. Хуй. Я тебе могу еще кучу людей назвать. Понимаешь, там Соболев, да, есть. Который... Коля Соболев, да. Который тоже делал ролики, да, поддерживал, там, спасибо ему большое. Потом он сделал там ролик по поводу Тинькова, да, что мне понравилось. Но это уже другая история. Он поддерживал, он типа так вот говорил: вот, там, Давидыч. Они это делали с точки зрения хайпа. Они это делали с точки зрения того, что... Ты не исключаешь, что они делали это искренне? Коля Соболев был твоим поклонником до того, как ты сел в услышь, тюрьму. пожалуйста, услышь. Если ты чего-то делаешь искренне, но если ты переживаешь за какое-то событие, за человека, вот знаешь, что я тебе могу сказать? Я тебе помимо подарка, да, подарка, который там в конце программы тебе дарят, я тебе подарю еще один подарок, который я тебе просто на словах сейчас скажу. Когда тебя уебут, а тебя уебут, если ты пойдешь дальше по этой дороге, я тебе хочу сказать, что я один из тех, кто, блядь, не будет на тебе пиариться, и кто, сука, будет максимально помогать тебе. Как засранцу, который есть в интернете, который не сыт говорить прямо. Это больше, чем подарок. Потому что, когда ты с бедой столкнешься, не дай бог, но это, блядь, к сожалению, будет. Если ты будешь идти прямо так, как шел я, это произойдет, я тебе гарантирую.
И большинство съебется вообще с такое количество людей. У тебя прям на руке даже меньше пальцев, чем количество людей, которые с тобой останутся рядом. И я тебе могу просто сказать, что мне нравится реально, что ты делаешь. И я постараюсь максимально тебе помочь. И только тогда тебе будет интересно, и ты будешь задавать эти вопросы, что значит поддержка. Ты говоришь, вот люди там поддерживали. Поддерживают, знаешь, это когда узнают, там, как мама, как сестра, как там никто ничего не голодает. У тебя счета там арестовали, у тебя отобрали все, что есть. Просто, блядь, по беспределу все, блядь, забрали, что хотели. И до сих пор еще, блядь, не отдали нихуя. Понимаешь? Всем же насрать, когда человек из тюрьмы выходит, что он ест, где он живет, как он спит, есть ли у него деньги, а? Есть у него там трусы, носки, всем абсолютно насрать. Зато всем не насрать. О, он там БМВ разыгрывает с Тиньковым. А у Тиньков там послал всех нахуй. Тиньков такой плохой. Давидыч, нахуй ты с ним работаешь? Вот твой авторитет. Блядь. Если кто-то кого-то послал нахуй, пусть посылает дальше. Это его мнение. Он живой человек, пусть говорит что угодно. Это точно так же, как геи. Хотят долбиться, пусть долбятся. Понимаешь? Но оно не должно состыковываться с продуктом или с той вещью, которую ты делаешь, понимаешь? А как ты отнесся к обзору Соболева, который на тебя вышел? Так какой пример подрастающему поколению ты показываешь, вступая в коммуникацию с этими беспредельщиками? Нет, они хорошие. Просто не совсем честно. Ну, слушай, я тебе больше того скажу, не просто отнесся. Значит, во-первых, он пиарился на этой ситуации. Я тебе гарантирую. Он пиарился на ней, потому что он точно так же не позвонил, не спросил, как дела, что, почему, как. Хотя возможности у него эти были. Им было похуй. Давидыч вышел, все, хайп закончен, на этой теме мы больше не пиаримся. Да? Да слушай. На этой теме мы больше не пиаримся. И когда он вот этот ролик второй выпустил, я ему написал, я тебе могу смс-ку показать. Я ему говорю, ну, что это такое? Ну, что за... Ты же понимаешь, что то, что ты рассказываешь, это полная лажа. Я говорю, давай встретимся вечером, поболтаем. Я его хотел пригласить домой, вообще сесть туда так спокойно поговорить. Спросить, а что ты делаешь? Ну, вот это так, вот это так, вот это так. Смотри, обзор «Немаги» был еще до СИЗО. Они выстебали тебя, и ты пошел, собирался в суд на них подавать. Мы подали в суд, да. Но потом из-за того, что меня посадили, мы дальше не стали прокачивать. Там же иск был на 3 миллиона рублей, кажется. Я не помню. Ну, в общем, на огромные бабки. Юристы готовили, да. Да, возможно. на огромные бабки для «Немаги». И ты сказал, что я готов на любой бюджет, чтобы максимально испортить людям жизнь за то, что они посмели сделать то, что они сделали. Угу. Что тебя так обидело? Что они сделали? Они знаешь, просто... Ты знаешь, это как раз... Карнавальные шуты. Ты заступаешься за такой контент в Ютубе? Я не заступаюсь. Тебе ты понимаешь, нравится, что про меня, ты понимаешь, что условно про меня такого тоже дофигища. И чего? Ну, просто есть реакция не реагировать на это. Относись к этому как к телевизору. Знаешь, если по телеку в СМИ говорят про человека, что он хуёвый, что он конченый, что он козлина, то для меня это больше убеждение, что он охуенный чувак, надо получше его узнать. Примерно так я и отношусь. А ты отнесся не так. Ты пошел в суд. Мы подали в суд. Это была реакция моя. Это была реакция юротдела моего, да, юриста, который со мной работает. Они сказали, слушай, давай просто возьмем, сделаем прецедент, давай уебем их просто. Они сделали вот это, давай их уебем. У нас не было такой возможности, да, кому-то позвонить, чтобы опергруппа выехала, да, и там всех положила, там, рожей в пол. Это люди, которые делают продукт в виде дерьма, живут в дерьме и не хотят из него выбираться. Окей, значит, так должно быть. Вот сейчас они сделали там второй, там третий ролик, этих обосрали, этих. Ты знаешь, я не буду рассказывать тебе о всех планах своих в отношении них и в отношении там всех остальных, но жизнь мне показывает, что моего врага может наказать мой друг, могу наказать я, может наказать Господь. И последний сделает это 100%, настолько правильно и вовремя, что надо просто расслабиться и ждать. Надо просто расслабиться и ждать. То есть ты хочешь сказать... Я вижу, что происходит с людьми, которые в отношении меня вели себя некорректно. Я вижу. Вот такая табличка, вот такая. Вот тут крестик, 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 крестик. А вот тут дырочки такие. Вот тут скоро будут крестики или там галочки. Эрик, то есть ты хочешь сказать, что всех твоих врагов Господь покарает? Ты знаешь, у меня их не так много,
не так много. И, наверное, это не столько враги, это я тебе общую фразу сказал, но люди, которые по-конченному себя ведут, по-конченному, и люди, которые переступают определенные границы. И практически все, кто так получается. Практически Эрик, все. Ты же не апостол. Да я Почему вообще... твоих врагов Господь должен... Потому что Господь видит, кто что делает. Потому что Господь искренне видит, кто что из себя представляет. Потому что Господь видит, кто несет в какой-то ситуации свет, а кто-то несет тьму. Потому что Господь видит все, блядь, подлые, наглые, блядь, и мерзкие поступки. Понятно? И Господь сделает так, как надо. Ничего не нужно делать. Расслабиться. И там, где, блядь, люди кончены, там, где ситуация кончена, их самих бумеранг придет такой, что мама не горюй. Ты несешь свет. Не всегда. Я живой. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У тебя в тизере первого выпуска были мощные сцены, как ты шарашишь по кроссфиту в лесу. Это Подмосковье? Да. В чем была задумка? Задумка была, может быть, не все увидели глубину, но задумка заключалась в том, что вот эта поддержка людей, поддержка моих близких, да, поддержка друзей, знакомых, она помогала мне не умереть в этой ситуации. Я же был на грани суицида. Меня довели в какой-то момент до такой степени, это где-то было через 1,5 года. Ко мне же постоянно приходили и говорят, ну признайся, ты заебал, мы тебя отпустим завтра. Мы тебя через неделю отпустим, ну признайся. Дай признательные показания, нам нужно сделать так, чтобы ты был говном. Нам нужен признательное показание, чтобы ты, сука, признался. Я говорю, вы что, ебанулись, как я буду признаваться в том, чего я не делал? А связь с покрышкой и с отрыванием какая? Да, я показывал, что в борьбе, в тяжелой ситуации, там, где тяжко, тяжело, мне помогала и давала силу какая-то духовная часть. Я просто думал, что это значит, что ты новую жизнь запускаешь, в том числе то, что ты физическую форму будешь улучшать. С физической формой у меня не так простые дела. Дело в том, что по мне абсолютно не скажешь, но я там сидел крайние 1,5 года с Андреем Лушников, он профессиональный боксер. Мы занимались 2 года, 1,5 эти года боксом. Я отжимаюсь 1500 раз, по 50 раз. Я могу... 1500 раз за день? За где-то 3,5 часа. Я присаживаюсь, да, присед делаю 1200 без остановки, у меня рекорд. А с остановками, где-то я за 4 часа могу сделать где-то 2000 раз. Пресс, упор лежа, различные упражнения, на боковые, на это самое. Рекорд был где-то 3000 раз. Эрик, и мы это делали всей камерой. Я бы не спрашивал, не задавал эти вопросы, но раз ты сам начал эту тему, у тебя большой живот. Да. Как он возможен, при том, что ты все это умеешь? Да, и он не уходит, вообще никак не уходит. Мне предложили сделать операцию, я ее делать не буду. Я просто, понимаешь, я параллельно с тем, что я занимаюсь, я сегодня любитель пожрать. Сколько ты весишь сейчас? 127. Там происходило, знаешь как? Он падает, да, потом поднимается. У меня еще проблема с сахаром. То есть, чтобы ты понимал, пройти эту процедуру, эту 3 года, эта ситуация на 3 года, на зоне легче, потому что все рвутся на зону, на лагерь, чтобы ты понимал, из СИЗО. Потому что в СИЗО ты сидишь в закрытом пространстве практически все это время. Ты солнце не видишь, ты не выходишь. Прогулочный дворик у тебя тоже под крышей, ты не видишь солнца. И сейчас я сдаю анализы, там не очень хорошие показатели. И сейчас мы занимаемся, мне делают уколы, я пью таблетки. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты когда-нибудь брал деньги за автообзоры? Нет, принципиально. Мы брали деньги за рекламу в автообзорах. Мы брали деньги за рекламу в технаре, например, да, то есть масла или какие-то продукты такие. А конкретно за мнение по машине нет, потому что нету смысла. Нативочки. Что это такое? Легенькие. Что это такое? Нативная реклама. Тихонечко, не объявляя рекламную паузу, сказать, что вот эта машина... Нет, у нас есть, наоборот, другие приколы, где мы в Чечне стоим около Лады, да, и я говорю, Лада хорошая машина, Лада вещь вообще, потом кадр так расширяется, рядом стоят 2 чеченца с автоматами. Я говорю, парни, все, можно идти. Ну, это шутка юмора. Конечно.
Я делаю тесты, я не имею отношения к обычным тестам, которые вот привыкли видеть в интернете, которые стандартные, Юр. Они отличаются тем, что я не пытаюсь угодить чуваку, который смотрит меня. Ну, то есть я не пытаюсь. Я вот очень люблю машины. Я не просто люблю машины, я больной тип на эту тему. Если бы у меня была возможность там покупать только тачки, не покупать одежду, еду, там, и все остальное, все, что нужно, я бы только так и делал. Вот ты как про футбол рассказывал сегодня, да? Ты прям так в деталях туда-сюда, я прям сижу, я вообще не понял, что ты сказал 95%. Он просто какие-то названия, говоришь, кто-то кому-то там что-то залупил, что-то там серьезное происходит. Я понял, какое-то событие вчера было. Но для меня это вообще, ноль, я просто не понимаю. А вот техника для меня это все, вообще. Почему все подозревают тебя в том, что после освобождения ты облизываешь BMW? Потому что я люблю эту марку раз, потому что у нас очень много тестов с этой маркой. И в действительности, чтобы ты понимал, BMW вообще, ни BMW, ни Mercedes, ни Audi, вот эти три марки, абсолютно точно в Российской Федерации они не дают никому денег. Ну, то есть не дают денег на там какие-то вещи. Но BMW, например, дает тачки. Да? Они дают тачки абсолютно свободно, дают на тест и не ставят никаких условий. То есть ты у них можешь взять машину, они тебе не будут говорить, насрать, что ты скажешь, хорошее или плохое, они тебе ее дадут. В Audi, например, так не получается. Audi говорят, если вы берете у нас тачку, говорите они только исключительно хорошо, и еще покажите материал перед публикованием. И ты еще должен это подписать. Mercedes говорит точно так же. Говорит, мы не дадим машину, если вы будете про нее плохо говорить. Понял. Тогда объясни, пожалуйста, вот эту штуку. Это твой обзор на Lamborghini Urus. — 27, они уходят. 28 километров, они уходят. Вот вам и Lamborghini, ребята. У меня полное ощущение, и у всех тоже, что ты отпустил педаль газа. Здесь где-то в каком-то моменте, конечно, по звуку есть, но у нас было несколько стартов, и мы не все показываем. Мы не все показываем, потому что где-то одна картинка, где-то другая. Чтобы ты понимал, вот эти две машины, которые уезжают, это необычные машины. Одна из них имеет 720 лошадиных сил, вторая имеет порядка 700. У Lamborghini в стоковой версии 650 лошадиных сил, 4-литровый двигатель. У этих машин полностью переделанные моторы. Полностью. Вот эта черная машина, это машина директора HPC-центра Паши, который занимается почти 10 лет всеми моими машинами. И по поводу звука, по поводу там еще что-то, сейчас можно сделать там много разных видео, да, они сейчас пойдут, эти видео, где Lamborghini будет насасывать вообще по-жесткому. Это правда, это то, что они сделали, это маркетинговый ход, это обман населения. Кто сделал? Lamborghini. Нет, они подожди, Эрик, вот это выглядит как постанова. Хорошо, пусть это выглядит, послушай. Ну ты согласен, что ты сбросил газ-то? Где? На момент разгона? На момент видео. Послушай, там скорость уже 18-19 километров в час. Я уже в жопе. Куда мне дальше газ не опускать? 18-19? Что такое? Там додумывай сам. Возможно. Если ты до 20 километров в час, она уходит, дальше что газ не опустить? Смотри, я не автомобилист настолько. Я тебе как не автомобилисту... Вот я просто как чайник. Что за гонка, где кто-то из водителей сбросил газ? Услышь, пожалуйста. Ты до какой скорости едешь? Где, по городу? 60 или 80? В гонке ты до какой скорости едешь? Правила есть? Я не ездил. В гонке? Правила есть? Не знаю. До 300 надо ехать? Или до 400? До какой скорости ты хочешь ехать? Эрик, на мой взгляд... Я для себя хочу понять от 0 до 100, до 150, как эта машина едет. Я считаю, что это не гонка, и это не повод кричать. Я считаю, что человек бросает в гонке газ и кричит: BMW, что вы делаете? Это выглядит подозрительно. Вот о чем я тебе говорю. Я тебе объясняю, что восприятие различных там деталей по съемкам может быть какое угодно. Смысл того, что мы поехали, заключался в том, что мне интересно было. Lamborghini в стоковом варианте до 100 километров и до 150. Там, где газ я уже отпускаю, я уже не вижу смысла дальше за ними гнаться. Объясняю, почему. Lamborghini новая машина. Машина идет вторая. У X5M и у одной, и у второй 325 или 315 ширина заднего баллона. Это ширина вот такая. Вот эти две машины поднимают с дороги такое количество песка, грязи и пыли,
что на скорости под 200, когда ты идешь за ними, когда ты вот так в жопу прижимаешься, вот сюда в жопу ты прижимаешься, тебе это все идет на лобовое, тебе это все идет на капот, тебе все это идет на фары, у тебя идет скола, понимаешь? Песок вот так подкидывают на скорости, ты как 200 его По-моему, ты на сбиваешь. отдельной полосе там был. Ты слышишь меня? Какая разница? Ты даже если вот на параллельной полосе будешь ехать, вот так, они подкидывают на большой скорости, ты дальше за ними идешь. Когда ты идешь вот тут, мне уже понятно по скорости, что скорость до 100 мы проиграли, 150 мы проиграли. Они дальше поехали в Москву. Окей, Эрик, ты можешь вот не мне, а вот зрителям Да. ответить на вопрос? Давай, конечно. А эта сцена реклама BMW? Нет. Нет. Рекламы ни BMW, ни Volkswagen, ни Lamborghini. Она исключена в наших тестах, потому что в наших тестах не преследуется цели продать ту или иную машину человеку, понимаешь? В нашем тесте идет другая философия. Услышь меня, ты просто смотришь на это. А я тебе пытаюсь объяснить, что у меня другие тесты. У меня нету в тесте задания вот тебе рассказать. Вот ты, например, там рекламируешь Hyundai. Ты что там рассказываешь? Вот это хорошая машина, вот тут капот, посмотрите, как она выглядит, посмотрите это, посмотрите то. Берешь там потом бабусечки и довольный такой едешь себе там на Колыму, куда ты там едешь снимать. Ну, только я еще езжу на ней каждый день. Да ну, и супер, каждый супер, раз. ты еще не вырос. Ты когда подрастешь, у тебя будут другие машинки, будут Mercedes, BMW. У меня есть люди, которые на Grand Cherokee ездили, потом повзрослели, кукушку включили, теперь ездят на Mercedes. У тебя будет то же самое. Тогда Вопрос финальная по теме. Назови из последних моделей BMW, которая говно. Вот семерка. Семерка BMW? Ну да, вот мы выложили тест, но это позорище. Они просто просрали ситуацию по Мерседесу, по S-классу. Мерседес просто уделал так всех. BMW так с позором эту ситуацию проиграли, что они за всю историю никогда не делали такого глубокого рестайлинга. То есть, представляешь, они сделали BMW семерку, а Mercedes сделал 222 S-класс, ну, вот, который, да, сейчас ездит, S-класс. Так вот, у BMW настолько ситуация плохая, что им пришлось делать не просто рестайлинг машины, да, там фарочки чуть-чуть поменять. А они вообще поменяли жопу, морду, щиток приборов. Они все поменяли, потому что они поняли, что они проиграли эту ситуацию. XU вопросы есть определенные по качеству сборки. Мы это все в деталях в тесте рассказываем. Ну, всегда. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты говорил Алексею Пивоварову. Я сейчас изучаю, смотрю блогеров, вменяемых, невменяемых. Хочу их собрать и пообщаться вообще с ними. Сказать, ребят, вы что? Ну-ка, собрались. Давайте делать по-другому. По-другому это как? Значит, знаешь, я могу, да, назвать контент, который мне просто, ну, нравится. Я могу ошибаться, там, вкусы у всех разные, да. Мне нравится, что делает академик. Так. Это реально круто, это интересно. Он достаточно профессионально с технической точки зрения подходит к различным вопросам. Мне нравится, например, девочка, вот если Лиса рулит, да, она пусть каких-то там безумных цифр не набирает, но она старается, она интересно некоторые вещи рассказывает. Пусть у нее не очень красивая там крутая картинка, но мне интересно ее, например, послушать, посмотреть. У нее интересна там философия. Я посматриваю у тебя, конечно, говна тоже много, но как бы есть точечные вещи, которые мне интересны. Но я так понимаю, знаешь, ты не дотягиваешь, ты не уходишь в глубину, ты так по вершкам, блядь, пробежался, а что-то куда-то в глубину до интересных моментов ты копать не хочешь. Какого хуя ты этого не делаешь? Есть всякие там тревел-блогеры, да? Просто очень многих я еще, ну, не запоминаю их, знаешь. Но есть люди, которые делают просто, блядь, откровенное говно. Вот говнище просто. Кто кроме Немаги? Ну, например, я начал детально изучать, смотреть, что делает Соболев. Я, если честно, там что-то, блядь, крутого не нашел. Я, может, что-то не вдупляю. Ну, может, я пока просто не понимаю. Что-то. Но я, если честно, там, ну, как... То есть он берет просто ситуацию и опять в грязных трусах, ну, как бы лазит. Эрик, тебе не кажется эта фраза «просядем и обсудим, что и как» смешной? Почему? Потому что ты очень противоречивый человек, который уже допустил довольно много имиджевых косяков, который сделал очень много странных вещей. И вот просто простой, прямой вопрос. Считай, что он не от меня, а вот этот. Кто ты такой, чтобы сажать всех и вот так вот по-отечески судить?
Как делать YouTube? Я не пытаюсь завышать и ставить себя выше тебя, например, или выше еще кого-то, или выше еще кого-то. Когда мы собирали по 3 миллиона, по 3,5 миллиона просмотров, ты, я думаю, по-моему, работал вообще на телеканале, да, и занимался вообще не пойми чем, жил там в своем футболе. Но это не значит, что через какое-то время ты там не раскрылся, не нашел в себе какие-то новые таланты, не начал раскрываться. Это не значит, что я тебя должен принижать. Но я считаю, что если собрать определенное количество, пусть небольшое количество топовых блогеров, да, ну и вообще сесть вот обсудить, сказать, парни, а вот вы как считаете, вот, например, вот такое действие или такое в интернете, никто никого не говорит, давайте вот мы всех вот так вот силой посадим, да, и будем говорить, кто как будет жить. Нет. Давайте обсудим. Вот мне интересно твое мнение. Ты считаешь, что когда люди с хуями резиновыми бегают, топовые блогеры, блядь, по магазинам, это нормально, это дети смотрят? А? Вот ты как считаешь? Я считаю, что свобода слова заключается в том, чтобы еще люди и с хуями могли бегать. Моя обязанность как родителя сделать так, чтобы ребенок либо не получил ты понимаешь, к этому... что ты этого сделать не можешь сегодня? Юр. Почему? Могу. Да не можешь. У тебя нет детей, поэтому ты не У знаешь. меня нет детей. Ну, у меня знаю, нет. что Но я я понимаю, что пропагандировать клубы, услышь, ну хорошо, но я не думаю, что я один такой точки придерживаюсь. Возможно, она где-то там... Что плохого в клубах? Ну, я считаю, плохо долбить в них кокс и плохо делать их приоритетным в жизни. Да. Но будет ли так делать молодой пацан или молодая девочка, зависит от того, как его воспитывают родители. Услышь. Как они объясняют. Услышь. Амиран не виноват в том, что они идут потом торговать своим телом. Не только Амиран. Ну, неважно кто. Ну, послушай. Ты сейчас рассуждаешь как человек, который посадил тебя, как люди, которые посадили тебя в тюрягу. Ты, с одной стороны, пострадал от людей, которые не хотят, чтобы в России кто-то высказывал мнение и все остальное. А с другой стороны, ты так же, как такой же цензор выступаешь. Ты не понимаешь этого? Еще раз, ты не хочешь слышать. Цензор поступает по-другому. Он берет, блядь, за шкирку, сажает и говорит, ты будешь делать так. А отеческая интонация вот такая. Сядем и обсудим. Вы что творите? Но это твое восприятие. Ну и так звучало. Сказать, ребят, вы что? Ну-ка собрались. Ну окей, я такой человек. Но я не несу в себе, да, вот за шкирку посадить. А у меня нету этого. У меня есть задача и мысли такие, что я считаю, что было бы круто на топовых блогеров реально там вообще вот просто все изначально познакомиться со многими, да, и в принципе проговорить какие-то вещи. Ну, например, если мне принесут компромат про тебя, вот так случайно, где ты жахаешься на заднем сиденье с какой-то телочкой, а при этом у тебя есть дети, да, у тебя дети есть, жена, то я тебе могу сказать, что я, например, знаю, какой ты продукт делаешь, да, знаю, сколько людей кайфует от того, что ты делаешь, смотрят, получают удовольствие. Мне не доставит... Это твое личное дело, да, то, что ты там с девочками кувыркался или еще что-то. Кто-то это осудит, знаешь, кто-то одобрит, скажет, что Юрец молодец. Но я считаю, что при таком условии я сделаю максимально все возможное, чтобы такой материал нахуй никуда не вышел. И я тормозну его насколько максимум это возможно. Потом приду к тебе, подарю тебе этот материал, скажу, Юр, ты что, охуел? И хотя в другом случае я мог бы его взорвать, получить охуенный хайп, получить огромное количество просмотров и даже заработать денег. И это возможно только при том условии, если мы с тобой знакомы, я тебя уважаю, мне нравится, что ты делаешь, но таких, как ты, дохуя. И таких, как я, дохуя. Есть много. Есть Вилсаком, классный парень, да, очень культурный, он мне очень нравится, мне нравится, что он делает. Есть много вещей, которыми мы могли бы поделиться, да, есть много вещей, которые мы могли бы совместно придумать реально интересные. Если сесть и договориться всем вместе, вообще, в принципе, познакомиться и поговорить, пацаны, согласны, что вот это вот, неправильно, да? Мне интересно, например, твоя реакция на то, что делает Немагия. Если ты считаешь, что, блядь, лазить в грязных, вонючих трусах и на этом зарабатывать и жить так, как они живут, это круто, то мне интересно, почему ты так думаешь. Если ты мне даже не ответишь, то я все равно буду знать, нихуя себе, Юра, какой чувачок. Ответить сейчас? Возможно, если, конечно. Потому что для того, чтобы иметь свободу слова в тех вещах, которые интересны мне, в частности, в несправедливостях, которые происходят в моей родной и любимой стране, я должен быть готов, чтобы свободу получали люди, которые хотят ее использовать в другом жанре. Шутовско-карнавальном, например. Я
ради того, чтобы иметь свою свободу, я должен понимать, что свою свободу должны иметь люди, даже те, с которыми у меня есть эстетические разногласия. Вопрос не в свободе. Да без проблем, да пусть делают. Они как были в говне, так и останутся. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, свобода у них есть или нет. Вопрос в том, как ты к этому контенту относишься. Ты. Что он есть, что его нет. Иногда бывает смешно, иногда бывает слабо. Я не знаю, но вот Эдвард Билл, он иногда делает смешные вещи, а иногда какие-то безумные, да? Ну, просто у него есть вещи, которые граничат с... которые либо нарушают законы Российской Федерации, либо близки к этому. Это большая разница. Немагия не нарушает законов Российской Федерации. Коротко. Эрик, все, что ты сейчас сказал, вот смотри, ты сейчас ответил на вопрос вообще другой интонацией. У Пивоварова ты сказал это, вот ты сказал это Я тебе... совсем по-другому. Возможно. И вам простой вопрос. Вот значительная часть хейта, которая у тебя сейчас направлена, она направлена в том, что многие вещи, которые ты говоришь, они выглядят как некий замес очень высокого мнения о себе и какого-то стремления учить всех окружающих жизни. Почему ты так делаешь? Если ты можешь об этих же вещах говорить так, как ты говорил 3 минуты назад. Смотри, значит, во-первых, я не пытаюсь отмазаться, а пытаюсь объяснить, окей? Это разные вещи. Я в любом случае восстанавливаюсь. Ну, мне реально тяжело. Мне объективно тяжело. Потому что включиться в такой ритм, просто, блядь, вот так сходу, это, знаешь, это как просто вот с поезда спрыгнуть на асфальт. Или наоборот, с асфальта, да, там, с дороги вот так ухватиться за поезд, который, блядь, несется так, что просто. И вот в этом потоке, вот в этом шуме мне нужно правильно все соанализировать, правильно там поступить. С точки зрения эмоциональной составляющей, она абсолютно разная. То есть я где-то... Ну, тут спокойная обстановка, мы спокойно сидим, спокойно разговариваем, ты спокойно задаешь вопросы, я выспался и так далее. Там я прилетел, профигачил там энное количество километров, там 50 километров, там, я не помню, там, за 10, за 15 минут, да. И вот я оказался здесь, нам нужно было быстро все сказать и полететь на вертолете. Возможно, то, как я это говорил, оно выглядело вот так. Но если кому-то интересно, тебе было сейчас интересно, да, ты задал этот вопрос, я тебе спокойно на него отвечаю. И воспринимать это так, ну, каждый ведь воспринимает так, как он хочет, да, кто-то так воспринимает, а кто-то нет, кто-то меня знает больше, а кто-то меньше. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Давай. Михаил Круг или Сергей Наговицын? Михаил Круг, второго не знаю. Ты богатый человек? Нет, я не богатый человек. Ты живешь в дорогом жилом комплексе. Я снимаю квартиру. Аренда квартиры стоит больше 150 тысяч в месяц? Ну, плюс-минус. Ты считаешь себя больше русским или больше грузином? Больше русским. Машина, на которую, не задумываясь, ты бы обменял свою золотую бэху? Ламборгини Aventador SVG. Сколько она стоит? Почти 40. Почти 40 мультов. Угу. Путин или Навальный? Дудь. Путин или Навальный? Ты сравниваешь вообще две вещи абсолютно вообще разные. Причем одна является игрушкой на шахматной доске другой. Ты вообще как? Ну, то есть... Навальный игрушка на доске Путина? Ну, нет. Навальный — это полностью управляемый проект. Кем? В моем понимании. Кремлем. Что важнее свободы? Слово. Слово? Угу. Можешь коротко расшифровать? Ну, в смысле, слово обещание, в значении обещания? Когда я тебя спросил, что ты будешь делать, когда тебя привезут на лагерь, ты сказал, что я не буду целовать деревянный хуй, я буду биться с толпой мужиков, пусть я получу пизды, но я буду биться. Ты в эту секунду заработал 50% уважения моего прям вообще. Но еще 50 ты заработаешь, когда это будет происходить, и я буду тебя видеть с разбитым ебалом, просто с поломанными руками, буду говорить, сука, вот Дудь молодец, сдержал слово. Потому что для меня сказать и сделать — это, блядь, разные вещи. Я знаю людей, которые говорили и не делали. Я уважаю людей, которые говорят и держат свое слово и доводят ситуацию до конца. Идут прямо. Возможно, это где-то ошибочный путь, потому что любой путь такой, ну, тяжелый, прямой, он трагичный, как правило. Это надо понимать. Вот, поэтому для меня вопрос, чего самое дорогое, да, то есть говорят, свобода — это для человека самое дорогое. Да, это дорогая вещь, конечно, но для меня еще слово очень дорого. В значении обещания. Ты можешь, да, можно так сказать. В чем сила? В
правде. Она может быть разной, но в правде, потому что можно быть побитым, можно быть избитым. Тебя могут хейтить, тебя могут гладить по головке. От любви до ненависти, блядь, один шаг. Ты сегодня охуенный парень, Дудь, и сегодня тебя смотрят миллионы, завтра ты где-то в чем-то чего-то оступился, причем не из-за того, что ты хуёвый, из-за того, что просто так вот обстоятельства сложились. Или где-то ты борщанул, или где-то ты, наоборот, не борщанул. И все, те, кто любит тебя, захуячат первым делом. И у тебя будет миллиард людей, которые будут писать то, что ты конченый. Но большая часть твоих людей, которые на тебя смотрят, и которые искренне, которые тебе симпатизируют, да, и они видят в тебе не просто какого-то чувака, который там просто берет интервью, а что-то больше, что-то глубже. Они никогда не переобуются, Юр. Они все равно будут смотреть, они будут получать удовольствие от твоей работы. И даже на фоне всего хейта, который будет в твоем отношении, это те самые люди, которые будут смотреть и говорить: да пошли вы все нахуй. Вы дальше отвалитесь, а у Юрка будет все классно. Вот и все. И финальное. Сколько раз за это интервью ты сказал неправду? 0. Конкурс! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что ты нам принес? Смотри, дорога, по которой ты идешь, весьма страшна. Ты просто, когда ты улыбаешься, это значит, что ты еще нихуя не готов. Я дело не в этом. Просто ты 4 раза про это сказал сегодня. Потому что я сейчас первый раз говорю про это на камеру, и я хочу, чтобы ты это понимал. Не первый, но не важно. Я тебе хочу подарить вот эту вещь. Это я привез с Дагестана. И я хочу, Эрик, чтобы... это не мне, это нашим зрителям. Мы разыграем сейчас из них. Поэтому ты это должен... тебе, а зрителям мы разыграем кое-что другое. Что? Я сейчас расскажу. Не перебивай авторитетного дядьку. Ты сейчас тоже подумал: блядь, он так сказал, он опять так сказал. Не перебивай. Давай послушаем авторитетного Давидыча. Значит, смотри. Вот ты, в моем понимании, боец своего уровня, своего характера. Ты задаешь интересные вопросы интересным людям, но я хочу сказать, что ты нихуя не дожимаешь. Тебе нужно глубже идти. Я так думаю, чтобы было еще интереснее. И не обрывать людей. Дай договорить. Дай договорить. Пусть где-то будет на 5-10 минут дольше. Сука, это будет интересно, человек договорил. А ты его тормозишь. Тут тормозишь, там тормозишь, там тормозишь. Говоришь: блядь, мне не интересно, вот эту хуйню ответь. Но ты же не дрочер сраный в интернете. Ты нормальный пацан, который хочет реально разобраться в той или иной ситуации. Какая разница, если мы еще 5 часов будем с тобой разговаривать? Ты представляешь, сколько интересных диалогов мы напишем, сколько интересных вещей, насколько, сука, сочный будет выпуск. Понимаешь? Вот это оружие, которое должно тебе пригодиться, это символ. Знаешь, как оружие, как часть силы, что ты не голый. Ты нихуя не голый. А есть люди, типа меня, хорошее, плохое это решать не тебе, не мне, а Господу. И мы рано или поздно все предстанем, будем отвечать на вопросы. Кто как прожил, кто как что делал, кто пиздил, а кто нет. Кто грабил, кто убивал, а кто нес свет, а кто тьму. Я хочу, чтобы ты, когда вот на этот подарок смотрел, ты понимал, что я в тебя верю, и что есть много людей, которые сегодня могут попасть за решетку или в беду, и я нихуя не пойду им на помощь. Я считаю, что я помогу тебе. Я буду биться, по крайней мере, за тебя искренне. И чтобы, где бы ты там ни обосрался, я буду стараться тебе помочь. А что касаемо твоих подписчиков и моих, я не знаю, да, кто у тебя будет участвовать. Наших зрителей. Значит, что я могу подарить? Да? Я вот подумал, что я такое могу подарить, что я могу действительно интересное, хорошее подарить. Знаешь, что делает живая клетка? У живой клетки, у любой, есть 3 варианта событий, развития. Она, когда сталкивается с какой-то проблемой, она может затаиться, чтобы ее не заметили, замереть. Она может смириться с ее участью и умереть. А она может бороться еще. И вот когда она борется, эта клетка, это самая здравая вообще ее реакция. Самая здравая, настоящая. Именно поэтому, именно из-за того, что мы умираем, наша клетка придумала вот эту тяжелейшую систему биологическую для размножения, для продления своего рода. Понимаешь? Чтобы идти дальше. И единственное, что в наших телах есть, это знание.
знания, которые мы передаем. Поэтому от меня будет самый лучший подарок подписчикам – это знания. Я потрачу целый день своего времени на своем, либо на тестовом каком-то автомобиле. У дилера попрошу. И я буду учить этого человека ездить. Я покажу ему тайные комнаты, куда при До заходе... 370, до 347 ты будешь с ним разгоняться? Нет, конечно. Я вопрос не знаю. Вот ты видишь, ты сразу, блядь, хейтишь, понимаешь? Я не хейчу. Ты сразу, блядь, Эрик, 347... я пытаюсь чуть-чуть сбить твой пафос. Эрик, ты придумал охуенный приз. Подожди, ты придумал охуенный приз, тут пафос? про который я даже не мог представить. Ты день будешь катать человека... Послушай, я не буду его катать, ты, блядь, не дослушал голубоглазый, услышь до конца просто. Я потрачу свою жизненную силу, свое время, свой ебанутый опыт на то, чтобы человека потренировать на машине, не просто покатать. Я возьму тестовую машину, посажу ему сам за руль, проедусь, покажу какие-то вещи, потом посажу его, найду у него ошибки, научу, объясню, где, как ему себя вести, где, в какой, откуда опасно, откуда не опасно. Возможно, эти вещи спасут человеку в дальнейшем жизнь. То есть заезд с Давидычем? Обучение целый день, я буду учить человека. Это... Заезд, ты можешь назвать это, блядь, как угодно. Это супер приз, о котором я даже не мог мечтать, но даже его ты облег просто вот в такой слой пафоса. Поэтому мой вопрос был, чтобы сбить этот пафос. Хейт. Послушай, ну какой пафос? Ну откуда его столько? Откуда его у тебя что столько? ты умеешь делать хорошо? Ну, ты что-то умеешь хорошо? Ну мало что. Ладно, все, нахуй пошел. Друзья, конкурс. Эрик, приз супер, и вот тут я прям респектую, потому что это действительно крутая история. Если человек живет не в Москве, мы же оплатим ему дорогу? Конечно. Конкурс очень простой. У Эрика, хотя он это отрицал, но нам кажется, Эрик до того, как он был в СИЗО, он был в нашем представлении королем Ютуба. Сейчас не все так просто, и большое количество хейта в сторону Эрика. Что ему нужно сделать, придумать, запустить для того, чтобы перевернуть игру снова? Для того, чтобы не было у людей никаких вопросов снова, что он король. Ваши варианты в комментарии. Мы выберем лучший, и очень крутой приз достанется тому, кто предложит самый смешной, самый интересный, самый реальный, самый остроумный вариант, который только можно предложить. Эрик, спасибо тебе большое. Юрий будет дуть будет Юрий. Ребятишки, перед тем, как мы подведем итоги конкурсов, напомню, что у нас есть свой мерч. Именно мерч, не линия одежды, как кто-то об этом пишет. И в этом мерче есть весеннее обновление. На сайте, который называется очень просто, вдудь.ру, можно найти себе футболки, в том числе вот такие, бомберы, в том числе офигительной расцветки, и даже пледы, для того, чтобы вам было где устраивать этим летом пикнички. Заходите, покупайте. Помимо новья, там очень большие скидки на то, что было в предыдущей партии. Так что, если вдруг очень хотелось, а на что-то не хватало деньжат, есть шанс зацепить это с ломовой скидкой. Напомню, что мы доставляем это более-менее в любую точку мира, и в Австралию, и в Канаду, и в Украину, и в Китай. И то, что оттуда до сих пор приходят заказы, очень нам льстит, и я очень за это благодарю. Ну а теперь итоги конкурса. Во-первых, жирнейший приз от Айсултана. Если кто-то забыл, он приглашает на съемку клипа. Он оплатит вам и билет, и проживание, даже если этот клип снимается в США. Выиграл человек с никнеймом Гриджа. Я не буду зачитывать всю идею. Мы вот сюда выведем на экран, и просто, если вы хотите прочитать, то нажмите стоп и прочитайте. Но, если коротко, это про паутину проводов в Петербурге, панков и все остальное. Напомню, Айсултан не будет снимать клип по этому сценарию. Нам просто он показался интересным. Именно поэтому Гриджа получает приз от Айсултана. Гриджа, я очень тебе завидую. Я сам хотел бы понаблюдать за тем, как Ай снимает клип. Конкурс Таира. Подарок. Футболка, которая стоит $100. Нужно было придумать шутку, ну или просто любой панч с фразой «скандал, интриги, расследования». Побеждает Олег Куваровский. Скандалы, интриги, расследования. Именно от них я и сбежал в США. Михаил Идов. Футболка, в которой актер Колокольников снимался в фильме «Юморист». Нужно было рассказать про ситуацию, когда вы терпели, а потом не вытерпели и что-то сделали. Юрий Кириллов побеждает. Вот тут эта история.
жмите паузу, чтобы прочитать. Не знаю, реально это или нет, но даже если нереально, мне кажется, для многих может быть полезно. Чача. Что вы будете делать, когда перестанете пить? Приз — раритетная банка пива от запрещенной в США группы NoFX. Друзья, я не проверял, но, по-моему, там кончился срок годности в этом пиване. И если что, мы помимо этого пива дадим еще вам то, что пить можно. Леша Старов выигрывает этот конкурс. Бурунов. Золотой пистолет. Нужно было рассказать, как резко вдруг изменилась ваша жизнь. Вот этот рассказ мистера Тома, жмите паузу, чтобы его прочитать, получает золотой пистолет. Выглядит как будто выдумано, но даже за такую выдумку хочется отдать этот приз. Михалков. Никита Сергеевич. Нужно было рассказать про проблемы вашего региона. Там было 2 приза, и победителя тоже 2. Анастасия необыкновенная. Первый победитель. Странная вещь наших регионов. Они по соседству находятся. Автор этого комментария живет на границе этих регионов. Это разница в 2 часа. Ты переезжаешь мост и становится на 2 часа позже. И вставать приходится в 4 утра, чтобы успеть на работу, потому что за пару километров уже 6 часов. И я не доярка. Просто слишком большая разница во времени. Жаль детей. Бедные дети идут в школу и садик потемкам. И это звездец. Ну и Сергей Зыкин. Абсолютно гениальный комментарий. Самая главная проблема любого региона — это то, что любой регион — это не Москва. Гонфлат. Там было 3 приза. Нужно было придумать новое слово, которое придумали вы или кто-то из вашего окружения. Пул-пул. За слово «пидрахуй». Екатерина Карабин или Карабин. Слово «кьебенизация». Так мачеха моя говорит про выбрасывание, избавление от ненужного. Кьебенизируй это. Ну и Злукич за слово «фигусь». Это удар мизинцем об тумбочку. Как это слово появилось, вы можете прочитать здесь. Друзья, раздали не все долги, но будем потихонечку их подчищать. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что участвуете. Ну и просто спасибо, что с нами. Будет